Всем привет! Начинаем стрим, день второй. Так, прошло кучу времени. Было в понедельничек, по-моему, да? Что мы тут делали вообще без понятия. Вспомнить бы, чем мы занимались. Так, YouTube еще дополнительно тут какая-то фигня. Не знаю, будет ли работать чат Ютуба. Ну, посмотрим, как там. Надеюсь, что чат отловит все. Все словит, все поймает. Хорошо. У нас тут пусто, у нас ничего нету. Надо посоздавать, карту создать, во-первых. Во-вторых, создать какие-то эти. То есть гейммод, контроллер. Павн мы уже создали. Гейммод, контроллер. И, может быть, мейнхуд сразу создать. Вот. Давайте займемся этим. У нас тут World Settings, у нас гейммод пустой. Пустой. Должен быть наш. Должен быть наш. То есть мы вначале в него засунем... Как тяжело. Еще и инпуты надо создать. Хорошо, засунем мы в него сейчас... Ничего мы никуда не засунем. Давайте создадим... еще и game instance надо создать. Точнее, короче, мы сейчас классы создаем. Мы сейчас классы создаем. Game instance. Game instance первый хочу создать. Так, а ну-ка, я быстренько вот так, опля. Не, все нормально. Окей. Мало ли что. Я думаю, он в плеера попадет, то есть там будет находиться. В плеере, да. Туда. Все туда. Выбор по почке. Main game instance. Давайте так. GE. Game instance. Как он, Ну, просто game instance писать, это длинно и сильно. Сэкономим немножко. Create класс. Так вот, посоздаем сейчас мы разные всякие штуки. Так, это, надеюсь, не отвалишься. Уф, не отвалилось. Это хорошо. Страничку тут обновил. Так, все есть, запустилось. Зря я это сейчас повторять надо. Может зайти и поудалять вот эти вот, что мы новые классы создаем. Давайте сейчас зайдем, посмотрим. У ГПТ спросим, как это удалить точно. Вот. Отлично. Сейчас закрыть. Релот сделаем. Он вот эти штуки нам пропишет. И я скину их в ГПТ и удалим их. Потому что, ну, нам много классов придется создавать, чтобы это постоянно не делать. Сейчас. Все. Блин, я звук еще точно, он там тихие сообщения. Все забыл. Я там заметил, что когда я тихо разговариваю. Тихо, когда разговариваю, ему очень плохо. Не надо сохранять. Ничего не сохраняй. Так, ну-ка, верни мне его. Верни на место. Угу. Все, fill out of the copywriting. Вот это вот скопировать. Это тоже остается. Так, ГПТ.
Так, давай, ГПТ. Так, подтягивает не из движка, из шаблона файлов, которые Unreal Editor использует при генерации кода через add C++ класс. Windows он находится тут, путь к Unreal Engine, Engine Content Editor Template. Так, класс template.h. Класс template, а ну класс template. PCG класс template, аудио модуль. Просто класс template есть? Editor Subsystem есть. А ну-ка давай вот это откроем. Это не совсем то. Source. Это в контент именно. То есть ты мне предлагаешь открыть его через этот. Ну хорошо, давайте его через файлы откроем. Вспомнить, где он еще. А вот есть. Контент. Дальше что? Editor. Нету. Путь к Unreal Engine. 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 Unreal Engine. Открыли этот Engine. Вот сам движок надо. Потом ABC Content. Editor. Ну, не покажу, мало ли там что-нибудь страшное. Templates. Дальше что? Class Templates. Подожди. Ну вот опять. Он говорит templates открыть, да? Windows он находится тут, или в зависимости от этого templates native class. Такого нет. Ну, тут много темплейтов, но native тут никаких нет. А тут как называется класс template ABC? Character класс есть. Вот H template, actor класс H template. И что, и как мне их открыть? Отмена. Editor templates, да, это есть. Найдите эти файлы шаблоны DDH и откройте их в любом текстовом редакторе. Я вашу душу любил. Я твою душу любил. КПТ. Открыть с помощью. Приложение текстовый редактор. Блокнот. Окей. Public class names. Set default values. Угу, есть, да, есть такая штука. Но тут, я думаю, можно вам показать. Да, вот. То есть он здесь вот так, короче, он выглядит. Copyright line есть. Мы ее удалим. Но это актор класс. Тут надо помнить о том, что это с актор классом связано. Надо будет потом еще character base класс, including directories. Это мы не трогаем. Вот сюда вот мы полосочки ставим. Представляете? Call it every frame. Удаляем. Тут true. Приветствую. Это YouTube написал, а мне не показывает, кто это написал. О! Все. Потому что у меня чат YouTube только через этот. Приветствую. Так, мы вот этот удаляем комментарий, и мы вот этот комментарий удаляем. А также, так как он паблик... Поняли, что я делаю? Я через альт этот немножко увлекся. Это же не так делается. Ладно, пусть это остается, то он еще сейчас все сломает. Вот это вот пусть остается. Это я поменяю сами местами. То есть все, Ctrl-S. Так и не починил девочку. Да. Там надо подключать OBS, а я не помню, как подключать к этой проге OBS. И, короче, вот такая вот история. Так, copyright line, вот это мы удаляем. Set default. Это эти, я понял.
Это же актор, поэтому у него тут всякие эти... Как их? Every frame. Member definition. Вот так вот сделаем. Вот это тоже удалим. Супер курс. Фокус. А, вот так вот даже. Есть. Смотри, можем переместить курсор. Фокус локейшн. Окей. Окей. Закрыли. Это акторы. А тут дофига их. Тут и павны, и все подряд. Тут прям их дофига. Актор компоненты есть. Давайте еще актор компоненты настроим. Copyright line. Бла-бла-бла. Сюда вот его здесь удалить. Строчку вот это вот удалить. Это удалить. И насколько я понял, это будет сделано для всех этих. И для, короче, все, что пользуется этим. Короче, находится в папке вашей вот движка именно. Engine, Content, Editor, Templates. И там вот эти вот все файлики. Через этот их открываете и вперед. Так, все, Ctrl-S. Закрыть. Шаблоны меняешь. Да. Ну ладно, давайте все это поменяем. Фиг с ним уже. Начали. Вперед. С песней. Ну, просто в чем прикол? Зачем мне это постоянно удалять вручную? Ладно, там-то я уже, допустим, в прошлом проекте я нафиг забыл. Ну, короче, я вначале этого не сделал, а потом уже как-то было и впадло. А сейчас-то вот мы вот здесь, как бы, вот мы, и вот можно это прямо сейчас сделать. Подожди, нет. А, я нажал через этот, я понял. Все, вопросов нет. Удалил. Все, закрыть. Характер. Copyright line. Там, по-моему, где-то можно даже copyright line вот этот указать. То есть будет свой copyright line. Такая вот история. Стоило и сразу перенести вот этот void tick туда. Ну ладно. Что это за «ы»? Каких «ы»? Так, CPP. Наверное, по порядку буду идти оттуда. Они тут немножко не в таком порядке идут. Запутаться. Ладно, тут пусть будет так. Хотя не очень хорошо, ну ладно. Так, все, идем по порядку. Editor модуль build. CS. Editor модуль мы это пропускаем. Empty class. Empty class. Ну вот это я постоянно удаляю. У empty класса. И копирайт тоже можно удалить. Так вот сделаем. Так, copyright line тоже удалить. Focus location. Это вот эти вот штучки. А если мы вот так сделаем, куда курсор-то будет идти? Ну, я думаю, он найдет. Так, game модуль. Что значит game модуль? Что такое build? Private. А, это вот эти вот, я понял, это мы не трогаем. Game модуль мы не трогаем. Интерфейс класс. Интерфейс класс. Ну, копирайт мы только удалим. Остальное я трогать не хочу. Я не помню, что там за что отвечает. Так, header то же самое. Копирайт. Ну, единственное, что вот этот можно удалить.
Вот эту вот пачку удалить. Вот комментарий оставлю на всякий случай себе. И все. Так, Pound класс, поехали. Pound класс, copyright line. До свидания. Да. Сейчас будет весело, если все это сломается. Работать не будет. Вот это будет весело. Есть. Так, дальше, по-моему, класс header. Слава наука, что это можно один раз сделать. Ну, конечно, для каждого класса плюс-минус оно все одно и то же. Вот проклацывание, но в плане для движка имеется в виду, это не надо для каждого проекта делать. Представляете, для каждого проекта. Так, платформ, плагин модуль, slate widget. Значит, slate widget, что такое? Блокнот айт. Да. Slate widget. Ну, я вот понимаю, что я мог открыть через этот. Но все уже. Slate widget style. Slate view object class. Что это? Sync. Что непонятно. Это copyright line мы удаляем. Object class datage, copyright line удалить. Ну, я так понимаю, вот так вот и вот так вот. А там полосочку я не добавил, да? View object. Пусть будет полосочка, лишними полосочки не бывает. View object class, syntax. Ну, вроде все. Непонятно U-виджеты, как они, наверное, подтягиваются от кого-то другого. А это slate виджет. Что-то это какой-то, это не то. Не то. Ладно, хорошо, тип сделали. Generate Visual Studio Project Files надо? Нет. Или как? Ну ладно. Так. Есть. Короче, подключили, да? Так, подожди, это значит сюда должно попасть геймод. Как у нас там S? Как у нас называется? SBD проект, да? SBD. Почти SBD. /SBD. SBD есть. Все это сохранить. И вот это вот удалить. И я в надежде, что будет вот так. О! Как вам? А знаете, что мы еще могли сделать? Мы могли SBD сделать подключение сразу. Блин, это ж надо было создать общий файл тогда. Да, это не получится так. Ну, обидно, однако. Обидно. Ну, и чтобы вот это постоянно не подключать, вот этот инклюд самостоятельно, можно было бы вместо pragma once он подключал вот этот вот. Ну, тут есть нюанс. Во-первых, не должен был бы в наследниках его подключать. И во-вторых, этот файл, он только для этого проекта. А так, вот так, короче. Вот так вот.
Ну хорошо, это мы создали game instance. Наш game instance. Кстати, мы же можем в начале поставить вот этот вот нижнее подчеркивание, этот андершляпинг. И получится u андершляпинг main андершляпинг ge. Не-не. О как. О как. И все будут классы через u андершляпинг. Пиши u андершляпинг, и там только твои выдает классы сразу. Такие. Чуп. Так, почему ты не выделяешь мне это? Так, дальше создаем контроллер. Контроллер, он, по-моему, здесь есть. Вообще вроде как Normite поддерживает шаблоны, которые используются только в указанных проектах. Да я поддерживаю. Нет, ни о чем не говорит. Какой-то маленький текст делать больше. Player controller, next, main PC. Я думаю, будет у нас main PC. Main PC, public player. Все, выбор по почке. И погнали. Create. Класс, сейчас посмотрим, что. Он полосочки проставил сам. Я там, умоляю, смотри, какая красота. Вообще кайф. Так, есть контакт. Дальше, помимо этого, так как нам не надо сейчас ставить, релот делать не будем. Дальше, что мы еще хотим? Мы хотим, помимо этого, создать гемод. Гемод. А что это здесь? Есть? Гемод бейс. Это же он, правильно? Или нет? Верни размер шрифта, не видно же ничего. Да. Все, сейчас верну. Ну типа можно настроить специфичные шаблоны только для текущего проекта, чтобы там уже новые файлы создавались с инклюдами из текущего проекта. Вот, гейммод. Надо не гейммод, бейс, а гейммод. Сейчас я все верну, подожди, сейчас я вот это вот. Main GM. Фаулер, как тебе это? Я понял, тебе нравятся эти, как их, превьюшки. Надо почаще выпускать видос. Так, main game mode. Все, create класс. И надо зайти в настройки этого. Я надеюсь, он... Да, все отлично. И Мне лайфкодинг перекрыл доступ к шипчату. Размер шрифта. Сколько добавить пикселей? Давайте. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Не то, что 1 там отсутствует. 4. 10. Где это делается? Нет, подожди. Внешний вид, наверное. Да, вот, максимальное количество сообщений. Сообщения, максимальное количество строк. Размер. Не, подожди, это не то. А где размер букв? Таймер, цвет фона. Вот модификатор размера шрифта плюс 10. То есть это будет вот такой. Ну, вперед. Тестим. Что там есть, что там нету. Так, значит, main PC вот он создал. Мы его сюда вот так. Опля.
Печаль вообще размер шрифта должен в ARM вроде как задаваться, тогда он там проще скалируется в зависимости от величины окна. Но я хз как там в шипчате. И выравнивание верни. Такой нормальный, да? Выравнивание. Это уже сложнее задача. Эффект Pen, Light Speed, эффект скрытия, Light Speed, расположение новых сообщений, ботом. Трансформация позиционирования, топ, left. Что изменилось? Right. Топ. Что непонятно. Так, ну я сейчас верну эти. На ФЭП, кстати, раздача ассетов круты. Да, там этот волчок. Чувачок-волчок. И еще какая-то фигня. Там какие-то. О, вот так вот, как вам. Надо применить, чтобы это изменилось. Позиционирование, right. Ой, right, ну и так, right, left. Ничего не изменилось. Я не знаю, что такое позиционирование. Так, shift я чуть поменьше сделал. Блин, а где выравнивание? Слева-то поставить. Взаимодействие. Склад и сплина для нереального двигателя. Да. Сплайн там вот этот тут можно расстраивать всякие штучки. Ну, а склад как склад. Стрим превращается в настройку стрима. Да. Ну, это будет какое-то количество времени так. Мне все равно кажется, шрифт большой. Или вам он не сильно большой. Может, я вам просто его здесь растяну? Как вам идея? Может, вот так вот сделаем? И шрифт не будем трогать. Как вам идея? Вот же. А я себе его сделаю чуть поменьше. Плюс 7 пусть будет. Так, опля. Хорошо. Так. А может быть, кстати, это из-за темы. Поняли? Да, это, скорее всего, из-за темы. Давайте вот такую тему поставим. О, вам нравится? Это из-за темы. Это я тему выбрал не то. Текст слайд. Ой, нет, что-то. Или Cyberpunk. Все, уже сообщения исчезли. Все, не посмотрите вы, что такое Cyberpunk. Ну, пусть будет Cyberpunk, короче. У нас Cyberpunk тема теперь. Так. Есть такая история. Можно мне геймод открыть, пожалуйста? Ой, какой красавчик. Все настроено. Правда, вот эти вот пропуски меня... Да ладно. Геймод. Ну, прекращи баловаться. Заканчивай. Ой, как хорошо. Значит, SBD. SBD. Ту-туру. О, вот такая вот. Норм или не норм? Или другое что-то смотрим? Утречка. Давайте что-нибудь другое. The Division есть. Нет, это же, наверное, не очень. Pixel Go. Не, Pixel Go, какая шляпа. Чё, как оно? А то давно на стримы не попадал. Да как, нормально. Но работа. Как-то окна сообщений большие, мне кажется. Да. Тут-туру. Который там КД. Спамить не получится. Fallout есть. Да они большие, сейчас я их уменьшу. Или Fallout оставить. Я не знаю, какую тему взять. Есть стандарт. Привет. Хотите с Геншина тема будет? О, с Геншина самое то, как вам? Вроде норм. Понял. О, там еще, да, есть привет вот этот вот. А норм? О, такая вот, давайте такую оставим. Все, это с Геншина. И модификатор шрифта я сделаю еще чуть поменьше. Блин, ну что, побольше стал? Только размер виджета поменьше сделать.
Вроде тоже норм. А то я на голове у тебя сижу. Не сиди у меня на голове. Вот такая вот штучка будет, как вам? И сам виджет чуть-чуть поменьше, да, говоришь? Ну, чуть-чуть, все, хватит. Нам, блин, еще надо бы как бы, ну, это самое, чтобы вообще, и тогда наши полномочия все. Ну, типа, короче, дистанцию как-то, хотя это, наверное, от темы зависит. Просто там пробелы очень большие между Блинк. сообщениями. Не, Blink не работает. Это надо с OBS-кой связываться. И OBS-ку настраивать. Кстати, Rain будет работать, но только звук. Кстати, 30 минут прошло, а я еще кофе не попил. Как так-то? Нельзя так. Нельзя так. Так, SBD. Слышь. И с микрофоном беда стала. Да, и с микрофоном тоже, да. Ну, потому что там вообще другие настройки. Хотите, давайте сейчас с микрофоном будем разбираться. Хотите? Вообще в изи. Погнали. По-моему, ограничитель есть. Порог срабатывания. Давайте я вот так вот сделаю. Как вам? Лучше стало? Нет? Что там? Я вообще тихий-тихий. Не, давай, типа, сделаем, наоборот, меньше. Вот так вот сделаем. Или сильно громкий получается. Давление стоит, расширитель. Компрессия, степень сжатия. Порог срабатывания. Или вот тут вот. А если я вот это буду уменьшать, то что происходит? Тоже в обратку работает. Типа максималочка. Угу. Вообще все поломал. Вот как можно сидеть на стриме, если баловаться и развлекаться нельзя. Ну, в смысле, можно всякие штуки писать разные. Я, наверное, сейчас очень громкий. Надо поставить. О, замечательно. То есть он будет как раз подстраивать мой очень тихий голос. И очень громкий. Замечательно. Все, типа такого. Я не знаю, стало лучше, нет. Вам виднее. Я-то потом только на записи это просмотрю. Хотя я могу включить. Хотите меня двойной голос слышать мой? Вообще будет обалденно. Ну все сломалось, все пропало, все сломалось. Ну что поделаешь. Зато новый чат, смотри, какой классный новый чат. По визуалу. Вроде стало лучше слышно. О, это хорошо. Ну там, короче, такая штучка есть. Она минимальный, когда я говорю очень тихо. Она эту хрень, короче, делает громче. А когда я начинаю орать, она ее делает тише. И у вас вроде бы уровень должен быть одинаковый, плюс-минус. То есть, когда я громко говорю или когда я тихо говорю. Вот, ну, плюс-минус там, естественно. Я очень на это надеюсь, потому что если я заорал, у вас минус уши, сорян, я не хотел. Это не я, это меня подставило, технологии меня подставили. Все, это не я. Только чат теперь читает громче, чем ты говоришь. Так, все, сейчас будем чат делать тише. Так, синтез речи, скорость воспроизведения. Есть общий звук. Не каждого по отдельности, а общий звук. Синтез речи 60, 50, 40. Ну, давайте 40% поставим. Было 60, и вот тут тише сделал. Все, я 40 сделал процентов. Чат должен быть теперь потише. Ну там, в принципе, тоже мы, ну как, не сразу это же все было, это все тоже как-то нарастало. Так, допустим. Мы создали сейчас геймоды, А от гейминст. микрофона отвернулся и тебя вообще не слышно было. Да? А ну-ка, если вот так. Разве не слышно? Я его сейчас вообще, давай вот сюда вот еду. Раз. Ну, допустим, вот так. Вообще не слышно? Или как? Раз. Но я вижу, она дергается, эта полоска. Давай я ее еще сейчас настрою фильтры.
Ограничитель. Очень тихо. Ну, сейчас я вот так вот еще сделаю парочку. Что значит восстановление здесь? 60 миллисекунд. Ну, давай 50 поставим. А ну-ка, раз. Ну, я не то, чтобы сейчас громко, ну, раз вот это делаю, я прям тихо его стараюсь делать. Ну, допустим, хорошо, попробуем так, я потом в записи посмотрю. Это самое. Чат стал тише? Нет? Если нет, то я его сделаю тише через... Хоть этот проект настроишь нормально, чтоб на картошке можно было играть. Слышишь? Ну, слушай, как бы... подожди, надо тебе, во-первых, голос дать. Мне так непривычно. Мне это не нравится. Да не открывай ты... Ладно. Твой аккаунт открыл. У тебя 9000 с лишним сообщений? Чего? Или он глючит? Чат стал тише, уже не так орет в ухо. Вот. Это хорошо. Могу еще его чуть тише сделать. Так, добавить... так, опля. А что не Unity? Что, не Unity? А зачем не Unity? Подожди, YouTube. Ой, Twitch. Дудя надо. Дудя. Вот все. Все, Тифалер, я дал тебе голос. Только тише тебя сделать надо. Почему не Unity? Потому что Unreal. А по поводу картошки, слушай, ну, тот-то проект FPS, который Fist of Putrid Shadow, он-то как бы Почему тоже... не гейммейкер? Он-то тоже... А, кстати, вот Киетка тоже надо дать голос. Он-то как бы тоже запускается на довольно таких машинах, не мощных, скажем так. Голоса раздавал. Так, мы создали... Почему не Паскаль? Да. А пошла раздача голосов. Да. Но надо модераторам-то вернуть их. Почему голоса. не Байсик? Байсик. Человека напугали, он уже ушел. Чего его дальше пугать? Это вообще нормально видно, нет? Супер оптимизация была бы. На басике или на чем? Надо на ассемблере тогда, чтобы оптимизация была. Так вот, подожди. Мы создали сейчас вот эти вот геймоды и прочее. Надо теперь их создать в блюпринтовом виде. Так, давайте folder, player, давайте покрасим его, разукрасим, set color. Какой у нас будет player? Давайте ему дам какой цвет говна. Такого с приколами, да, вот так. Blueprint. Main. Опля. И все. Main game mode. Давайте начнем с гейммода. Main game mode. BP. Main. Game mode. Так, все, сохранил. Все это посмотреть. Ну, это вот это как раз контроль версий. Когда в конце финал произошел. Там он должен показывать... фейл, точнее, произошел. Там он должен показывать... короче, он должен показывать, что изменилось. Уважаемые знатоки, как сделать, чтобы он во вкладке появлялся, а не в новом окне? Windows... Подобные игры должны в браузере играться, а то опять получится 20 ПВС на пустой сцене. Какие подобные игры? Какие 20 FPS на пустой сцене? ТД. Tower Defense. Ну, да, но это тогда уже этот... как его? Always on top. Always have the window
On top the parent Windows. Вот это вот, да, по-моему, надо включить штучку. Сейчас мы этот самый... Слушай, ну, чтобы он в браузере игрался, это надо как бы... Нет. Это надо Unity, потому что Unreal под браузеры, там все плохо у него. В самом верху там Enum. Нет, это ты по поводу вот этого, да, сказал? Нет, Enum. Че Enum? В самом верху Enum. Я кроме вот этого Enum больше никакого не вижу. Log window. All settings нажми. Где? Подожди, где? Самое первое. Это вот в этом, да? Вот. А, All Settings нажал. Так, есть, нажал. Все, есть контакт. Мы нашли, где находится All Settings. Есть контакт. Вверху и нам. Я тоже Dark тут вижу. Или тут Window надо прописать. Window. Я просто не помню. Это же, блин, это как обычно. Это делается один раз и нафиг забывается до следующего раза. 3 с конца во вкладке User Interface. 3 с конца. User Interface. Раз, два. Слушай, ну тут User Сверху. User Interface. Ага, Interface. User Interface. Раз, два, три, 4. Вот это что ли? Вот. Есть. Asset Editor Open Location. Content Browser. Dock Stop into Content Browser Window. Это же оно, правильно? Сейчас мы Game Instance создадим. Main. Main Game Instance. Main Window. Main Window. PP. Main Game Instance. О, привет! О, привет! Main Window. Всё, есть. Сохранить. Открываем. Ну все, да. Благодарствую. Это важная вещь была. Спасибо. Так, есть Game Instance есть. Что мы еще создали? Потом у нас есть наш Main Pawn и Main PC. Main PC мы создаем. Select BP Main PC. Все, открываем его. Можно, кстати, меньше сделать, это как для слепых. Не, ну не настолько. Вот так. Потом еще также у нас input. Инпуты будут здесь находиться, всякие разные на будущее. И нужно еще один создать, это Pavn. Можно, знаете, как делать? Вот так вот, Pavn. Сразу находить то, что нам надо. Think about it. Select BP main Pavn. Все это сохранить. Есть. Мы это все посоздавали. Теперь у меня есть вопросы. Что мы с этим делаем? BP main game mode мы установили. В него мы установили BP main pav наш. Виджет надо еще создать. Точно. Main hood. Контроллер. Не там. Что значит не там? Что значит не там? Ты хочешь, чтобы именно в самом этом установить его? Типа вот тут. А не в World. Или что?
Что значит не там? А чё это за дракон такой? Это отдельный гн для мира. А ты хочешь, чтобы именно я именно геймод прописал? Все, я услышал. Все, ставим здесь, значит. Player state. Wood, main pound. Так вот он установился уже. Он тот выбрался. Это мы именно в нем установили. Ну ладно. PP main controller. Типа сохранить. Все, он все подтянул, все сделал, все молодец. Хорошо, допустим. Мы его подключили. В чем суть? Мы когда появились, у нас ничего не работает, потому что мы отключили этот свой, поставили PC контроллер, типа player контроллер. Что я хочу? Я хочу... Ну, короче, чтобы начать разбираться вообще с вот репликацией и прочим, надо, чтобы... Для мультиплеера очень понадобится Player State. Его бы тоже создавать на ранних этапах. Player State. Это вот шляпа. Где? Нет, где он? Уф. Player State класс. Это вот эта вот фигня, да? Ну, все, погнали его создавать. Или мы его уже создали в этом... атрибуте и... Что это такое? Это не то, это не то, да, мы его не создали. Player State, короче, нужен. Хорошо, все, я услышал, сейчас создаем. Player State. Player State. Player State. Что он делает? Зачем эта штука вообще? Что он делает? Что мы в ней будем делать? Что она принимает? Зачем? Что она делает? Что она обрабатывает? Не надо говорить состояние игрока. Это плохой бейт. Так, main player state. Player пойдешь. Он локально хранится на клиенте, то есть у каждого игрока только свой экземпляр Player State, но хост-игрок, сервер, имеет доступ к каждому Player State игроков. Там мы храним никнейм, личные характеристики. Очки, можно даже по... Ну, то есть это такое, грубо говоря, чтобы не бегать, чтобы сервер условно не бегал по всем частям, там по каким-то компонентам какие-то штуки собирал, этот самый, они сразу собраны вот в этот стейт. И когда сервер хочет какую-то информацию получить, чтобы он обращался сразу к этому хранилищу и забирал нужную ему информацию о игроке. Правильно, да? Или ни хера неправильно? Так, main PC. PC. Что тот PC, что это PC? Ну, PC, короче. Погнали, крит класс. Да, просто это гораздо удобнее, чем, допустим, если ты будешь в павне хранить какую-то инфу. Тут вопрос. Инфа вот эта, она будет, должна, ну, допустим, вот у нас есть компонент, отвечающая за, ну, ХП, да? Она там хранится. Она может случайно перезаписаться при заходе нового павна. А с Player State такого произойти не может, потому что локально у каждого хранится. Вопрос мой в чем? У нас есть ХП, неважно, там в компоненте, он в персонаже, неважно, вот ХП есть. Мы его дублируем, эту информацию, то есть, допустим, у нас залетает нам урон, у нас меняется это ХП, и у нас делегат как бы вносит информацию и в компоненту, допустим, и вот в этот player state. Или мы вообще изначально просто создаем его там, и там именно у нас вся штука происходит. Просто не будет ли, если это одна штука, то у меня вопрос, что это такое? Untilted. Что такое untilted? Don't save его. Не надо untilted какие-то. Вопрос о том, вот,
Что если их, как бы... Смотри, ты создаешь либо в Player State, либо в компоненте, точно не там и там. Мгм. Но тогда у меня вопрос. Если ты в Player State создаешь вот эту вот штуку, то... ну ладно, вопрос-то, как его получать, это же 10-й вопрос. Если ты вообще все туда засовываешь, разве не будет такого, что у тебя ну, много логики, хотя там, скорее всего, он сейчас внутри себя еще что всякое принимает. Может, он сейчас компоненты в себе хранит. Если он может в себе компоненты хранить, то вообще вопросы отпадают. Ну, условно, он же как актор идет. Он тут от Player State наследуется. Инф какой-то. И актор. Все, вопросов нет. Все, у меня вопросов нет. Все окей. Все как надо, короче. Main PC. Тут Туру приветствую. Не вижу кто. Вижу кто. Привет. Просто если он хранит компоненты, тогда окей, все понятно. То есть все, что связано с персонажем, его там статы какие-нибудь. Короче, то, что не то, что связано с персонажем, а то, что сервер хочет получить от персонажа, мы храним в этом акторе. Ну, то, что это актор. По итогу. Ну или U-Object можно еще выше взять. Подожди, я что-то это... Может, у вас это самое? Так вот немножко. Такая вот вещь. Game controller. Game instance. Game mode. State. Game state. Game state? Нет, подожди, мы же должны его создать вначале. BP. PC. BP. Main PC. Две PC это прям что-то как-то сильно. Game state. А есть еще Game state. Это тоже интересная штука. Player state. BP main PC. Так, мы его откроем. GameState еще важнее создать 0. Жду пояснений. Что это за шляпа? Ну да, и вот сюда вот мы можем компоненты разные. Он хранит общую информацию только на сервере. Общую информацию только на сервере. Все, идем создавать GameState. Класс GameState. Вот это, да? Берем. Допустим, общее количество очков. Main Games GC. Количество очков. Ну да. Ну да. Ну, какую-нибудь информацию, там какую-то обработку можно делать и рассылать всем делегатам, типа, ну, всем пользователям, что что-то происходит, там какие-нибудь отчеты вести. И, ну, вот эти очки, да, те же. Так, все сюда, пока что ритуальное классование, крит класс. Вопрос-то пример. Ты по-любому захочешь сделать что-то типа таймера игры, время тайм-аута ППП боя. Во, да, ну вот я как раз же об этом, да. То есть, условно там раунд начинается какой-нибудь или еще что-нибудь, у тебя там таймер запускается, у тебя каждую секунду происходит делегат, он всем оповещает, что вот секунду. Нигде, кроме как GameState, это делать не стоит. Так как он хранится на сервере и любой клиент может туда обратиться за инфой, сколько времени осталось. Ну, скорее всего, я бы делал это через условный делегат, то есть мы подвязываемся к делегату вот этому, да, и он просто как триггер, типа, пим, постоянно, и все. Ну, это типа это то же самое. Ну, короче, в общем. Я думаю, я понял за шляпа и как она работает. Точнее, как она работает, я еще ничего не понял, но сейчас будем разбираться. Будем разбираться.
А что я жду? Понятно. Непонятно, чего я жду. Вопрос, однако. А ну-ка, там жаловались, что я типа тихий, да? Знаете, что я еще могу сделать? Ломать. Вот это, да, я сейчас вообще в легкую это... Сейчас. А, это не здесь делается. Ну и в целом все, больше тебе ничего не понадобится. У тебя легкий вариант мультиплеера, тебе этого хватит. У тебя в принципе то основная логика будет в Game State, я так предполагаю. Мне когда-то Ачой сильно помог ГПТ, объяснив каждый объект в Unreal с примерами механик для мультиплеера. Ну, вот будет он нам тоже помогать. А ну-ка, я сейчас себя сделаю чуть громче, чуть-чуть. Если буду сильно громкий, вы скажите, слышишь ты слишком громкий, прекращай. Вот. Так. А можно ускорить читалку? Да. Сколько процентов хочешь? Найти только надо. А сейчас 105% стоит. Значит, компенсировать тональность. Есть галочка компенсировать тональность. Давай сделаем 110. Давай сделаем 110. Вот, применить это сильно быстро. Вот это вот. И сделаем компенсировать тональность. Я не знаю, что это значит, что будет происходить. Но, короче, вся ответственность на Тифайлере. Да. Так, все, запускаемся. Тест скорости пука. Так, пук так будет. С пуком все будет. Хорошо. Пук не будет быстрее происходить. Это вообще другая программа, это не шипчат. А подожди, он прочитал пук? Он именно прочитал пук? Ну, типа, восклицательный знак пук. Чуть не заметил. Просто я ему в блок-лист не вносил это, поэтому тут могут быть приколы из разряда того, что он прочитает их. Типа, короче, прочитает. Go. Что это такое? Что это такое? Тихо, не падать. Чуть уронил. Что мы должны были создать? Game Instance. Команда Game State. сработала. Команда не прочитана голосом. Окей, это хорошо, это хорошо. Game Main. Как там? Game State. Вот так вот, да. BP Main Game State. Ту-ту-ру. Но это он не читает. Если бы ты с маленькой написал, то мог он прочитать. Большие я там ввел. Ну как, у меня есть список вот этот вот, но он триггерится на все. Но я список скопировал с таблички. А в табличке там же не указано с маленькой буквы. То есть большую букву я добавил фильтр, он не будет их читать. А вот с маленькой сама эта команда сработает тут true. Вот вопрос, шипчат зачитает ее или нет. Но он должен ее зачитать, в принципе. Он ее должен зачитать. Так, что это такое? Что за покемон? Он наследуется от актора, да? Или ничего подобного? А ну-ка, Game State. Game State Base. Сейчас он вообще от геймода, да, наследуется? Так, а инфа, ну да, там актор. Мы уже смотрели, а инфа, там же тоже он наследуется от этого. Долго. Ну да, и актор. Какие-то окна страшные. В Владке есть такая история. Здорово. Он создан. То есть мы сюда можем всякое добавлять. Там компонентики всякие. Замечательно. То есть все, на компонентах мы этот самый.
У меня вопрос, правда, теперь. Как у нас, условно, паунд должен получить через Game Instance доставать всю эту шляпу? Фу, через Game Mod. А, кстати, сюда надо указать его. Ну, спектатор лесом. Сервер стат репликейтор. Что это такое? Это что-то очень важное. Что это? Что это? Что это за покемон? Так, ну давайте у ГПТ спрошу, пусть объясняет. Великая проблема изучения мультиплеера — это нейронки. ГПТ очень плохо пишет репликацию, делая в 3 раза выше нагрузку на сервер, чем можно сделать. Но, Это хрень, тебе не надо, я не знаю. ну, может быть, но мне, допустим, он нужен с точки зрения только этого пояснения, короче, пояснительной бригады, что есть что как работает и прочее. Вместо меня эта штука не пишет. Хотя мы можем, я подключил Copilot, я потестил, могет, только в путь, но он там понаписывает. Я уже попробовал. Так, что такое сервер? А ну-ка, попади ты по клавишам палец. Сервер стат репликатион. Ну Класс. вот пояснить он круто пояснит, а написать это прям шляпа. Для чего? Ну да. А пока это беда. Мне сегодня видос попался, там мужик по C-Sharp, короче, программ там, говорится, бородатый этот. ГПТ больше помощник, который может ответить на вопросы и дать информацию, в какую сторону копать. Ну да. Так вот, бородатый сеньор, как говорится, тимлид, но он не бородатый, он лысый, но такой мужик уже в возрасте, и он что-то там рассказывает по поводу, почему курсор это шляпа. И он попросил курсор написать там змейку, ну, змейку, понимаем, да, знаем, что это такое. И начал код ревьюить его, и говорит, вот это написано, это вообще можно удалить, нахера он это написал, это уже давно так не делается, вот это вот тоже шляпа, вот это вот будет работать неверно, вот это, короче, он его весь код почти удалил, прописал 2 строчки какие-то, ну, это я так утрирую очень сильно, 2 строчки прописал, и все типа работает. Ну, он как раз таки говорит, что, мол, для написания кода это ужасная вещь, потому что она тренируется на публичном коде. А хороший код, он скрытый, его никто в паблик не выкидывает. То есть хороший качественный код, который идеально работает, его в паблик никто не будет делать, потому что это, ну, корпоративная фигня. То есть она в корпорациях там где-то лежит, ее никто не будет выкидывать в общий доступ. А в паблике очень много вот такого вот раздолбайского кода, то есть кто-то учится, скидывает свой код, допустим, да, а этот код полетел, все, он полетел в базу обучения. И вот поэтому это будет шляпа. Не используйте его для написания. Еврейский заговор. Да. Так, в GameModBase в производных свойства сервер Stat Replication Class. Авиаинженеринг в проекте. Сервер Stat Replication Class — это класс, который отвечает за репликацию статистики сервера на клиенты. Прототип он тебе может написать, а потом этот прототип надо допиливать напильником. Ну да. Но мне кажется, ну смотря как допиливать напильником. Можно, там может так много быть допиливать напильником, что проще самому с нуля просто написать. Так, сервис Stat Replication, T-subclass of это специальный инфо-актер, который существует только на сервере, но реплицирует определенные статические данные с клиента. В общем, забей на сервер стат-репликатор. Он буквально ни в одном твоем случае не пригодится. Ну, а можно мне почитать, что это такое, или нельзя? Для чего нужно? Он используется в основном для репликации пинга, FPS сервера, числа игроков, состояния матча и другой служебной информации, поддержки работы StatNet, StatFPS, StatUnit команд, когда они запрашивают данные у сервера, отправки диагностической информации в клиентскую консоль отладчика. Похоже, в репликатор пихать то, что синхронит с клиентами. В большинстве случаев
Нужно ли трогать? В большинстве случаев нет. Движок сам подставит A-сервер Stat Replicator, но можно унаследуется от A-сервер Replicator, переопределить логику сбора и отправки данных. Например, добавить свою статистику, количество убийств в матче, текущее состояние миссии и тому подобное. В гейм-мод указать свой класс. Если хочешь, не надо ничего там делать. ГПТ. Не хочу, если хочешь, могу показать. Не надо ничего показывать. Ну хорошо, мы его не трогаем. Все. Мне нравится. Вариант, где мы что-то не трогаем, мне нравится. Значится, следующее у нас. Мы это все создали. Теперь что? Теперь какого-то лишь у нас Game World, точнее у нас пустой. Ой, я твою душу шатал. Ну ладно, все, давай создадим новую карту. Точнее, Maps. Опять не там. Когда больно, я просто указал Я вот геймод. часто мучаю на тему написания шейдеров. Помогает разобраться с тем, как можно сделать что-то за счет шейдеров. Часто мучаю на тему. Ну да, вот он, ну, направитель такой, подсказатель. Вот. Ты для конкретного мира указал. Так а мне для чего надо? Вообще для игры ты имеешь в виду, что указать геймод? Или как? Ты меня сбил. Level. Думал. Ну да. Levels. А чё, а где это делается? Оно зачесалось. А эта штука не открылась, правильно? Ну и где мне это сделать здесь? Maps, Models, Open World, все здесь, Git, ну вот он сделал, все есть. Так, Levels, Test Map, все, Save. Чё, когда я стримлю, у меня нос чешется? Кто меня сглазил? Или это выпить надо? Ну и куда? Дырка. Там же Game Instance, где Game Mod поставил Экац. Default Game Mod, а где Game Instance? А, вот есть Game Instance, тоже надо, да, свой показ поставить. Ну это Есть. я думаю, ты знаешь. Да, это я знаю, просто... Нос чешется, пельмени надо. Мне надо. Ну хорошо, на ужин будут пельмени. О, давайте ее белым сделаем. Левелы они обычно такие, но... Такие вот, все. Все, он все сохраняет. Кстати, может быть, теперь будет показывать. А ну давайте что-нибудь тут сделаем. Просто меня коробит после этого гайда. Такой фейл. А ну-ка, print string. Print string. Мы типа сохранили, да? Что? Кто тут view changes? Ух ты, Подожди. Ну, это ты молодец. Кто? BP main GC. GC, да. BP main GC. А вот мы его типа добавили. А то, что мы его изменили. Test map, level. SB какой-то, SB. Я что-то не понял. Короче, ладно, ну и фиг с ним. Потом разберемся. Тут добавили кучу всего, надо закомментить, чтобы он понял. Коммит, точнее, отправить. Он поймет. Так. Мы все это создали. Что нам надо дальше? Нам надо, чтобы вообще понимать, как что работает, чтобы начать тестить все это, нам надо, ну, чтобы что-то происходило. То есть, условно, мы сейчас создадим инпуты. Мы создадим инпуты, чтобы мы могли вообще камерой что-то двигать, управлять. И потом на клик, чтобы что-то происходило. Условно, какой-то актор спавнился. Он же тут можно запустить тест для Play as License сервер. И вот тут 2 указать. Ну, слышишь ты. Что здесь происходит? 2. Можно было подергать. И если мы нажмем play, то у нас откроется вот таких вот 2 кошечка, да? И, короче, мы клацнем на одном, они будут в одно место смотреть, под разным углом. И мы клацнем на одном окошечке, там должен будет появиться, короче, кубик. И вот если он появится
и на первом, и на втором, то у нас все хорошо. А если нет, то у нас все плохо. И вот будем тестить, разбираться, что и как. То есть посмотреть, как там, что они передают, как туда, что там, это самое. И вот так вот на тестах, на практике мы поймем, что, как оно вообще работает. И будем делать потом уже сам проект нормально. Как мы инпуты делаем. Нам надо... Что нам надо? Это ты в павне напишешь RPS-функцию для спавна актора. Интересно будет разобраться. Заклинание кастанул. Так, у нас есть main-palm, вот он, красавчик. У него здесь есть такая штука, как Setup Player Input Component. Вот она, красивая наша. Вот здесь вот он принимает эту фигню, а я вообще не помню, как мы это делаем, где мы что указываем, где мы что подсоединяем. Поэтому у нас два варианта. Либо я открываю старый проект FPS, и мы подсматриваем. Но там через Team-Up было сделано. Я не знаю, хочу ли я делать через Team-Up. Тут немного будет. Мышка. Какие-то кнопки. RPK Replicated. Replicated. Вот эту вот фишку. Сейчас будем разбирать. Но я не знаю, успеем сегодня. Нет, хотя я надеюсь, меня сегодня дергать не будут. Очень на это надеюсь. Еще не пятничка. Все расслабленные. Так вот. Либо мы у ГПТ спросим. Давайте у ГПТ, давайте типа мы вообще супер сначала. Потому что я не помню, это всегда делается один раз. Потом вообще, единственное, что мы сейчас тут создадим, вот я помню, это то, что мы должны создать input mapping контекст, типа main пусть будет, да? И, наверное, что? Input action. Input actions. Вот такую вот фишечку сделаем. Хочу ли я ему цвет давать? Не очень хочу. Вот это мы, хотя смысл. Они все в одной папке нет. Я вот вообще по старинке через старый input создаю триггеры кнопок, без нового игам. Ужас. Осуждаем. Так, и я хочу создать один input. Это input action. Mouse. Mouse. Mouse move давайте. Как напишем? Move типа. Потому что у нас еще будет mouse click. Причем miscellaneous. Input action mouse click. Click. Ну, то есть, типа, может быть, типа left click, right click, left click. Или написать именно left. Или не маус, а просто left click. Просто я хочу место сэкономить. Вот все так просто. Я хочу left click, right click. Тоже input action. Left click. Input action. Ring click. Клик. Все, есть. Такая история. Создали, сохранили. Так. Ой, ГПТ. Напоминай мне. Еще раз, как штука называется? Input action. Input mapping контекст, да? Input mapping контекст. LM клик, RMMM. Right mouse button, типа клик, ты имеешь в виду? Ну, можно и так. Ну, сейчас я напишу это, мы переименуем там.
Все, он думает. Этим временем. Так, это... Ой, подожди, это просто маус move, типа... Кстати, а ты постройку хочешь сделать по сетке или чисто будут заготовленные места под башенки? Я думал сделать сетку, то есть, ну как, сетка именно в заготовленном месте, то есть она существует, но мы можем ее, типа, ну, выбирать, куда построить, то есть можно построить криво. Но это я так думал. Вот. И пока еще так думаю. А вот как будет, это уже вопрос. Ну, смотри, интересно будет сделать, если строить по сетке именно строить. То есть, ну, блин, тут виджеты появляются. Потому что нам надо понимать, что мы строим. То есть, вот этот список того, чего мы можем построить, открывается. Мы его выбираем. Мы его должны тащить туда. Блин. Это модельку надо, чтобы тащили мы. Правильно? Сетку подсвечивала. Но это будет интереснее. Это интереснее в реализации. То есть это масштабная история, чем просто вместе. Потому что просто вместе мы тыкаем на актора. И у нас тот же виджет появляется. Мы выбираем, что там появится, и все. А можно сделать еще интереснее. Мы не вытаскиваем, а мы просто тыкаем в место. Типа построить. И все. И он просто берет, условно... О! Но это, правда... Короче, вариантов много. Но до этого еще далеко, до стройки этой, я думаю. Стрим 2 точно еще. По каким дням теперь стримы проводятся? О, по свободе. Буду стараться в пятницу 100% запускать. 100% было в пятницу, буду стараться. По левой пятке. Да. А остальные, ну, типа рандом. Пока занятой. Понедельники, походу, точно отпадают. Блин, плохо, в понедельник самое больше народу приходит. Это плохо. Так, значит, мы... Да просто от Твича не дождешься уведомлений. Ну, это беда. Так, подключаем заголовки. Контекст, бла-бла-бла. Подключаем заголовки. Всё. Если что, он мне все еще не прислал. Ну, а Твичу надо сделать. Ну, ты Тифайлу расскажи, у него есть влияние на Twitch. Во всем работа виновата. Да. Int. Что за приорити? А у меня новый телефон. О, поздравляю. А, это новый, который лучше, или телефон новый, но Что за работа? хуже? Работа? О, C++, Unreal. Вот. Больше не скажу. Но не геймдев. Да вот пытаюсь понять. Ты пойми, потому что, ну, типа, тут как бы, если он лучше, то, типа, поздравляю, все дела. Если он хуже, то как бы сочувствую. Я не могу определиться, что мне это. Ну, проц вроде как чуть-чуть лучше, но и оперативы не 4, а 8 гигабайт. Ну и камера супер крутая. Вот и все отличия. Камера супер крутая. Что? Проц вроде чуть лучше. Ну моему старому уже 10 лет. Ну так лучше получается. Значит, все-таки поздравляю.
Так, edit anywhere. Как по мне, передышка от геймдева по работе — это плюс, позволяет идее мотивации поднакопить для любимого дела. Э, Ну да, некоторые вещи я там в реализации некоторых механик там надо было подчеркнул некоторые вещи. Интересно. Короче, классная штука, да. Потому что если бы действительно в игровом и там игры, типа. Blueprint. Blueprint. Что нам надо Blueprint? Ну, read only, ибо нефиг. Blueprint'ом сюда лазить, правильно, категория. Да просто у моего старого 8 ядер 2 ГГц, а у этого 2 ядра на 2,2 ГГц и 6 ядер на 2 ГГц. Тут оперы просто больше. Ну и камера, не забывай про камеру. Так, Impound делаем MP. Или наоборот. Да мне эта камера не нужна. В смысле не ну... Ты чё? Как мы Подожди, как мы без фоток твоей пиццы в Дискорде? Объясни мне. Новая камера, новое качество. Нам приятнее. В смысле не нужна? Обалдел, что ли, совсем? Так, input. А точно. Теперь будут фотки в 4 копейках. Контекст. Кто мне так позволил делать некрасиво? Вот так вот должно быть. Я не помню, он понимает это или не понимает. Чтобы он точно это понимал, я сделаю вот такую вот вещь. Не хочу дрочить туда-сюда. Он мне предложил ГПТ здесь сделать маппинг priority зачем-то и установить его на 0. Input component. Ну, это понятно, это мы запишем его. Get controller. Local player, get local player. Мы еще вот так вот должны делать, да? Типа из local player вытаскивать. Здесь subsystem. А потом только маппинг от. Почему нейминг Паскаль Snake Case? Дратути, как дела? Дратути, дела хорошо. Почему? Потому что решил поменять стиль. Чисто чтобы что-то новое было. Что такое? И это не, как ты написал, Паскаль плюс Snake Case, это андершляпинг называется. Ну, у моего старого еще сенсор уже начал глючить, кнопка блокировки отвалилась, вибра отвалилась полностью, лагать начал, подозреваю, что занижают проц. Ну и последней крышкой стал отвал громкого динамика. Но в целом я собираюсь на него Linux поставить из сервера майна. Что? На телефон? Linux и сервер майна? Ну да, а чё такова? Ну да, что Что? такого? Что? Ты про что? Может сделать, чтобы сообщение меньше висело, смотри. Давайте сделаем минимум. По-моему, 60 секунд висит сообщение. А ты что думал, старый телефон в утиль, что ли? Ну тип комп на 8 ядер по 2 ГГц и 4 гигабайта оперы. Для 1.4 игроков самое то. Там, блин, железо сейчас такое, что можно сервера крутить. А я прохожу саму первую Зельду на эмуляторе с Google Store. Меня не видно, уходите. Закрывайте меня. Все, 60 секунд много. Давайте 50 поставим. Блин, 240 поставил. 50. Применить. Все, 50 секунд висит, не 60. 50, все. Блинк. Не, блинк не работает.
Да, вот он читает его. Рейн будет работать. Че Рейн никто не юзает? Дождик пойдет. Да звук, по крайней мере, должен. Да звук-то проиграется точно, а вот этого не будет. Там надо шейдеры ставить на эту ОБС-ку, чтобы... Рейн. Рейн. Короче, там шейдеры надо ставить и выбирать, чтобы он активировал эти шейдеры. А я, во-первых, не помню, какие шейдеры он активировал. И, короче, беда. Broken. Нет, тоже не будет работать. Работают только звуковые эти истории, все. А вот когда починишь, тогда и будем юзать. Да, но... Вот... Нахер. Нет, это тоже не работает, я говорю, только нахер. Зачем мне... я понял. Короче, дальше бинды действий. Это можно прям в этом, да, самом вызове сделать. Мы же обычно это делаем Ну, в общем, через... буду технонекромантией заниматься. У меня так-то таких телефонов штук 10. Мог бы сам заорать, идите нахер. Нет. Короче, ГПТ, что мне советуют? ГПТ, давайте я вот так сделаю. Что я нажал? Вот такую вот штучку я сделал. Да? Ctrl-C, Ctrl-V называется. Он здесь получает контроллер, понятное дело. Кстати, чат ГПТ новый прям совсем тук-тук. Я перешел на Gemini, код он пишет намного лучше, как по мне. Да, Gemini вот этот Pro, который вообще кайф. Мне он очень понравился. Он прям шарит за всю тему. Магнус, хоть бабки мутишь. 300 копеек в наносекунду есть. Да. Есть. Да. Ну, там Я всё как хорошо. раз получил годовую подписку бесплатно. Ух ты. Из каких таких? А где это раздают? Маппинг контекст. Вот такая вот фишка должна быть. То есть он ее запускает, а сюда мы... А сейчас мы это все исправим. Делаем по-человечески. Как-то некрасиво. Ноль поинтер. Player контроллер. Была акция для студентов. Правда, я уже давно не студент, но годовая подписка — это годовая подписка. Так, дальше local player. Local player. Вот это вот сюда. Ну там вообще на 3 ака подписку годовую сделали. А Нифига твиттерскую себе. АИ выключили спустя 20 минут после запуска. После того, как начали загружать ее ответы про политику. Так, подожди, это ж твиттерская, это ж это иксовая вот это вот Грок, или Грок это не она, там другая была еще. И, кстати, Гроком-то вообще не тискал его даже, что там есть, кто тискал его? Или как он называется? От Маска-то. Есть Subsystem, получили все, теперь... У меня, кстати, Gemini идет тоже с годовой подпиской к этому телефону, но я пока храню активацию. Грок, какая разница, X или Twitter? Ну, как, то прошлое название, это нынешнее название. Как Грок не отключили, он же есть, пользуйся им. Или его все уже. Или это... Ну, я слышал, что когда тесты были, его первый раз... А вот если бы подписка Грок была бы. Так вы мне скажете, что он там, как он? Красавчик или не красавчик? Грок норм вроде. Не знаю, но фичес и Вайму это то, что мне нужно.
А, это вот это В общем, вот явно, что немножко. Маск стал замешан в политике, и ему невыгодно, когда обсирают его кореша в Белом доме. И вайфу. Замешан в политике. Проверили, соответственно, вот это вот попадает в помоечку. Но говоря, что Грок тоже чуть лучше, чем чат ГПТ. Ну, вроде по тестам там каким-то есть там какие-то тесты. Там же их тискают по Но тестам. у него прикол в том, что цензуры меньше намного. Так вот, он по тестам каким-то там, типа, короче... Там он сервер для Грока бахнул один из мощнейших, что сильно бустануло его. Вот только там крайне много специфики в его работе. Ну да, я сервера тоже слышал. Но я когда с ним общался, у него были проблемы. Терял контекст разговора часто и не помнил мои указания, которые я давал ему ранее в чате. Вот это вот классная штука в Copilot. Он как есть, я не помню, как эта штука называется, Emmet, по-моему, короче. Кто HTML, вот эти вот CSS, там была какая-то шляпа, Emmet назывался, по-моему, и он В подсказывает, Шипчате нет что написать. ограничения на количество сообщений. В Шипчате есть. Ты хочешь, чтобы я ограничил его? Максимальное количество сообщений в стыке 6. Давай 5 поставим. А я не знаю, что будет происходить. То есть он удалит старое, или он просто не пропустит новое, пока не удалится. Ну, T9. T9. Ну, что типа такого, да. Что типа такого. Так, local player. Давай. Что давай? Я поставил. Что давай? Я поставил 5. Вот у вас 3 сообщения. Сейчас там где-то 4-е, потом 5-е, потом 6-е посмотрим. Что будет. Проверим. Ну вот, да. Он удаляет. Ограничение. Ну вот, удаляет. Шипчата. Ахахаха. Ну да, вот 5 этих, все. Есть контакт. Ее. Не будете на стримера теперь наезжать. Так, значит. О, какая красота, смотри. А дальше? О, какая красота, Но в Гроке смотри. есть плюс, ты можешь создать прямо через интерфейс промпт для него и в рамках этого промпта начинать новый чат. Тогда уже работает лучше. Что он от меня хочет? Я хочу поправить. Что еще раз? Ну, в Гроке есть плюс, ты можешь создать прям через... Наезжал на стримера до того, как это стало мейнстримом. Да-да-да. Можешь создать прям через интерфейс. Ну, Гемини прям хорошо помогает мне с кодом. Он для гейммейкера умеет писать, хотя бы имеет актуальные знания. Наезд на стримера. Ну, короче, надо Грок потискать, он же бесплатный, да? О, вот это тоже классная тема. Нажал, все, у тебя готово, все. Проверяем, что контекст маппинга задан. Не, это не комментарий, не надо. И это в бесплатной версии. Бесплатная версия Грока. Имеешь в виду вот эта фишка. Ну, это круто, это круто. Так, Ну, они все бесплатные, правда с нюансами. ну да, всю твою информацию, как бы они заимствуют, короче. Так, а ну-ка, я хочу чек. Ну а еще у меня есть 1000 генераций видео в месяц на VO3. Слушай, ты вот сейчас хвастаешься, да, или что происходит? Маппинг, контекст. Выпендриваюсь. А, я понял, все. System. Маппинг, контекст сюда передать. Все, есть такая штука. Вот, мы сделали все красиво. Ну, красиво, без всяких лесенок, без всяких этих. Все четко, понятно, что где что проверяется. Лесенки, блин, из ифов полетели. Так. Да есть ограничение на количество сообщений в день или в месяц, точно не помню. Но пару раз он мне говорил, что осталось одно сообщение на сегодня доступное. Не, ну, смотря сколько сообщений. Условно, если там какое-нибудь одно сообщение, ну ладно, не одно, ну 10, да, в принципе, ну, это печально, это беда. Если какие-нибудь 100, то я тебя умоляю, это считай нет ограничения.
Я не знаю, что надо задрочить его сообщение, чтобы написать это, забей. Дальше бинды действий. Так, если вот это вот enhanced input component, давай сюда пойдешь, equal 0 pointer, 0 pointer, компонент. Ну да, input. Input компонент. Хорошо, есть. Потом что можно? Компонент equal. Опля, какая красота. Есть контакт. А ну он догадается, что здесь надо чекпоинтер сделать? Ну типа давай. Ну, подожди, там была подсказка. А как ее активировать, подсказку? Ну типа, давай, я хочу подсказку. Красавчик. Только почему-то он на следующей строке это делает. То есть ему надо пробел там. If input component. Так мы уже проверили input component. Видите, он немножко того. Component, bind action, mapping, context, get mapping. Подожди, а так можно было? Подожди. А как так? А так можно было? И не указывать именно через этот? Подожди. Подожди, хорошо, запиши это. В смысле? Он достал из маппинг контекста. То есть мы могли обратиться, взять, достать вот эти вот всю пачку и обратиться именно по очереди. Но он акшн триггер, у меня нет такого, да. Вот это интересно. Но это неудобно. Ну, точнее, как, если ты строго выстраиваешь по очереди, да, у тебя там 5 условно. Не создавать лишние указатели, это, в принципе-то, удобно будет. А мы будем так делать? Ну, тут непонятно, что за эти вот 0, 1, 2, 3. Вот это вот магические цифры типа тупо получаются. Наверное, мы не будем так делать. Мы, наверное, сделаем... Что ж... Не, я это не хочу. Юп, property. Edit anywhere. Print read only категория. Но в категории ты тоже input попадаешь. Input, input, you input, input action. Геймплея нет, но уже есть инпуты. Да, you input action. Смотри, какая красота. Только это же не input action, это должен быть... А что я там создал? Mouse move? Не помню, их должно быть 3, это во-первых. Во-вторых... красавчик, какой молодец. Во-вторых, right mouse button click, типа, вот этот раз right mouse button click. Молодец. Клик и left mouse button click. А что за макросчик PTR? Не лучше за чат. Cast checked. А что за cast checked клик? Cast checked. Что за cast checked? Ну, допустим. Что это такое? Что такое cast checked? Что это такое? О, найди его еще. Еще мне его здесь открыл. А как теперь эту шляпу закрыть? Output. Это каст, который дропает прогу, если каст не удался. Молодец.
Молодец. Ты молодец. Это великолепно. Чекпоинтер — это мой макрос, который сообщит... ну, короче, он, да, во-первых, он выйдет из метода, и в логах мне сообщит строку и метод, и класс, в котором это все было происходило. То есть у меня в логах, вот тут в аутпуте, будет написано, в каком классе, в каком методе, на какой строчке, короче, 0 поинтер. А так он что толку, он выкинет тебе его и все. Просто в этом случае это понятно, что он должен выбросить его. Но в твоем случае он вообще все схлопнет. Когда ты делаешь вот эти чекпоинтеры, он программу дальше продолжит, но она сломается. А в некоторых случаях тебе не обязательно, чтобы... То есть, твой макрос делает то же самое, но не сделает краш. Ну да. Ну подожди. Тот макрос, он-то сделает краш и выбьет на ту строчку тебя? Или он просто... Или что он сделает? Мой просто вернет метод. Возврат и этот самый. И все. Возврат и сообщение в логе. Желтым цветом. А вот это вот я не помню. Маус, что-то у нас там маус move, по-моему, мы делали. Все краши показывают место краша. Это как чек налп. Маус move. Ну, допустим, и все. Краши показывает место краша. Да. Ну да. Ну да. Failed. Где? Вот здесь вот. Missing точка запятой. Что? Syntaxis error missing точка запятой before указатель. Что? Форвард забыл. Что форвард? А, типа он из-за форварда. А, ну, интересно, очень интересно, ну давай. А еще? А все. Смотри, он умный. Он понял, он все понял, это прикольно. Is not a member. А, ну да, мы же тут метод передаем. Подожди, вот это вот надо отключить. Заселяется пара в отель в Европе. Видит мышь в номере. Мужик не очень знает англ, но звонит в вестибюль. Далее диалог. Do you know Tom and Jerry? Yes, I know. Jerry is here. Знакомая ситуация, да. Видел этот видос. Видели, знаем. Так, main вот он, mapping контекст херек. Что это такое? Right mouse button, right mouse click. Left mouse click и что это такое? Mouse move. Mouse move. Замечательно. Compile. Так, я настроил, что compile сразу. Да, есть контакт. И теперь я хочу сюда его добавить. Mouse move. Потом у нас идет right, left mouse пусть будет, а потом right mouse.
зараза. Точно. Мув. Чтобы мув был, там, по-моему, надо что-то настраивать вот здесь, чтобы он был Axis 2D, вот эта вот шляпа была. Вот. Вот эту штуку. А вот здесь нужно настроить маус, вот эту вот фишку. У меня куча мапов чисто для эдиторов, только для того, чтобы прочитать JSON файлы и записать с них аним нотифы. Мощно. Вот эту штуку мы выбираем. Это для того, чтобы нам, короче, отображалось то, куда мы двигаем. То есть влево, вправо, вверх, вниз. Получали информацию об этом. Ну, left-клик попробуйте, отгадайте, что будет. И то же самое в right-клике. Mouse X, Y. Есть контакт. Сделали, добавили. Теперь бы вспомнить методы, которые нам надо использовать, чтобы сюда их приотачить. Потому что в Axis 2D там, по-моему... Они же все, они там структуру возвращают, в которой вообще все, по-моему, есть. Ну, сейчас будет это ГПТ нам помогать. Вещь, по-моему, может быть уже после старта игры. Если паун может появиться уже после старта игры. Но вообще, да, вот эта вот штука, она же добавляется у нас обычно в контроллере, правильно? То есть, может быть, мы перенесем ее в контроллер? Как вы думаете? Все-таки пусть контроллер занимается game main PC. Чё? Ну, давай еще разок. Fix with Copilot? Что он сделает? Не, мне что-то страшно, не хочу я. А ну. Не работает. Он не работает, пока этот включен, засранец. Уходи. Что потестить? Полосочки мне предложит написать, это ёпта. Ну давай. Не надо теперь полосочки писать самому. До чего дошел прогресс у Сережи. Так. Отлично. Значит, mainpawn. Я хочу вот эту вот пачку скопировать. Сюда вставить. Ну, вот, само собой, ты не знаешь, что такое. Input mapping контекст — это enhanced input component. А вот это вот тебе здесь не надо. Вот это тебе здесь надо. А как же Pragma Region? А что Pragma Region? Что мне с ней делать? Куда мне ее сейчас поставить? Зачем она мне? Subsystem, еще enhanced input subsystem нужен туда. Че, подожди, он сейчас сам понял, да, что ему надо? Не, подожди, это мне не надо. Везде, где хочешь свернуть код. А зачем мне сворачивать код? Не, я знаю, что это такое. По-моему, ты же меня и обучил этому. Player, контроллер, get local player. Ну, тут можно this типа сделать. Точнее, никаких this, просто вот так вот. Тогда мы сейчас еще проще сделаем. Local player, get local player. Сейчас вообще обалдеть, смотрите.
Pointer. Get local player. Вот так вот мы сделаем. Local player это удаляем. Мы же должны его записать в subsystem. Нифига мы так не сделаем. Значит, вначале чек. Беда. Ладно. Local player equal cast you local player. Ну хорошо, пусть будет это, да. Потом, правильно, чекпоинтер. Потом player контроллер. Нет, мне player контроллер не нужен. Мне нужен subsystem. Subsystem equal local player. Да, вот эту вот фишку надо мне. Так, есть контакт. И вот тут вот вопрос. Маппинг контекст надо будет перенести в контроллер. Из main.pav на main PC. Мы его шлепнем. Я думаю, он в Protected пойдет. Так. Маппинг контекст есть. Так, player контроллер мы не используем. Хорошо, local player мы используем. Разве мы из subsystem добавляем? По-моему, у нас есть просто этот маппинг контекста. Маппинг. Маппинг контекст. Он сейчас издевается, что ли? Это он единственное, что подходит под этот стайл, я понял. То есть у нас нету этого, да, маппинг контекста. А если просто get subsystem, не помню, как это делается. Ладно, пусть будет так. Ну там вообще, да, мы получаем вот этот вот subsystem, из него достаем. Ну, короче, да. Маппинг контекст. Все, мы привязались. Subsystem, input component. Все есть. В main.pav вот эта пачка нас не интересует. Ну, начнем с вот этого. Local player тоже, subsystem тоже. Input component остается. Бла-бла-бла-бла-бла. И вот эта пачка тоже исчезает. Subsystem само собой. Само собой он исчезает. Все, есть контакт. Ну и для экономии небольшого пространства мы вот такую вот вещь сделаем. Такую вот вещь сделаем. Как вам, Тут даже я бы запустил его сейчас. Еще раз укажем, чтобы точно уже все работало. Назовем его. Failed, это понятно. Failed. Почему failed? Потому что ты не знаешь, что такое void setup input. Супер, player контроллер. Override. Есть уже метод setup input component. Так, а что толку? Он то же самое сделает. Ничего не понятно, ладно. Так, Форвард не перенес. А форвард все уже перенес, все. Ну, прикольная штука. Она, ну, как подсказки такие интересные дает. Плюс чуть быстрее тайпинг происходит, потому что тебе не надо перетайпливать некоторые вещи. Я заметил, вот хорошая история. Ну, допустим, если ты какие-то штуки делаешь, там, мне там надо было, допустим, делегаты по работе делать, делегаты расставить.
в некоторых местах. Я типа ставлю первый делегат там. Потом я иду во второе место ставить делегат. Но который называется уже по-другому. Самое интересное, что по-другому. Но он называется так же, как и типа почти как и класс, в котором он вызывается. И я нажимаю на строчку, а он мне подсказывает вызов этого именно делегата. Вот это прикольная история. Именно того, который нужен. Но это за счет того, что нейминги сохранились. То есть он понял, что куда и как. А почему вот эта фигня слетела опять? Мы же поставили ее. All settings. А, нет, подожди, это не то. Вот здесь. Не, подожди, это то. Project settings. Ауф. Так, ну да, тут все осталось. А чего не в павне ты настраиваешь инпуты на передвижение? В смысле? Я вполне это делаю. Вот паун. Так ведь проще будет. Вот паун, вот его инпуты. В смысле не в пауне? Что ж такое? Почему все это на правом глазу реснички? Ты волосинка, эта шляпа. Еще какая-то херня. Так. Так. У тебя на привильно мапа открывается, настроить нужно. Неправильно. А как она у меня должна открываться? Потому что у меня не та мапа открывается. Все, есть контакт. Благодарствую. Благодарю. Все, настроили. Так, идем в писю. Волосы выпадают. Опять брить голову придется. Да. Скоро буду лысый. Опять. Нормально еще. Да не, еще недельку посижу. Еще недельку посижу. Вот потом как шлепну. Надо этот ирокез сделать. Где ирокез будет? Ну или потоньше. Гребень такой. Ай. Нет, не надо. Уйди. Так, мы подключили. Дальше что мы делаем? Дальше мы должны создать... Подожди, мы должны их в этом подключить. Вот здесь. Так. Сначала ирокез, затем станешь кукарекать по утрам, а потом в курятник подселишься. Кто понял? Кто понял? Вот этот жест, вот этот вот. Вот этот вот. Кто понял? Поднимайте руку. Сейчас узнаем, кто в теме. Никто не понял, да? Ждем удачного момента, когда я удачно применю его. Расскажу. Вообще надо настроить питон. Я видел там мужик настраивает питон на камеру, чтобы какие-то команды выполнялись. Когда я вот так вот делал. Это значит, как ты меня достал своими банальными рассказнями. Не. Ну, как... Можно, конечно, завуалировать то, что это жест. Но не то, что это он значит. Это и мем уже. Жест. Так, есть контакт. Давайте создавайте метод. Ну, я думаю, он в private попадает, правильно? В привате. Printf, да. Что-то страшное мне советуют. Так, ю что? Он action триггерит. Не.
Unlock мой memory. Что-то знакомое, но не помню точно. Ну, это один старый человек, которого уже нет. Давай и так буду плюс-минус завуалированно говорить. В общем, короче, что-то делал, куда-то шел, и вот это вот движение сделал, и кое-что сказал. Вот так вот будем говорить. Так, где он? У нас метод, ну этот лук по факту, маус лук, я не знаю как. Маус лук. F input action value. Смотрите, классно Понятнее понял. не стало. Понятнее не стало. Ну, это самое. Все, значит. Блин, ну интересно, ну давай. Это типа спросить его именно. Страшно было, очень страшно. Маус лук. Еще ты красным подчеркиваешь. Не надо так делать. А ну. Ай, какая красота. Что ты хочешь? Что ты красный? Будь красным, прекращай. Так, это мы удаляем. Этот маус лук мы сюда ставим. Триггерит. Единственное, что вот этот. Джерри лук. Я понял. Так, маус move. Это не так делается. Input action. Get event. This if name. Ну, во-первых, uFunction, да, bind object uFunction, то есть этот uFunction обязательно, да. Это, во-первых, а во-вторых, он-то хочет сюда... ну-ка, пусть сам разбирает, да, input subsystem. Пролюсь, если она с нее это и будет. О, это она и есть, все. Прекрасно, слушайте, прекрасно. Input move, есть контакт. Еще моменты есть одни. Мы же должны сделать, чтобы первым делом у нас включилась Game and UI. Вот эта вот фишка была. Правильно? Или неправильно? Game and UI. Я не помню. Set Game Mode, по-моему. А я позавчера заценил демку одного сосалика с графикой PS1. Прикольная игра, но пока кривая. Game F. Не-не-не, подожди, как там F? Input game. On game only, game and UI. Такая вот фишка должна быть. Окей. Что там по сосаликам? Вчера заценил демку одного сосалика с графикой PS1. Прикольная игра, но пока криво. Че, она что, крива? Ну да. Этот маус-курсор. Подожди. Что там было? B? Шел маус-курсор. Какой четкий, все сам понимаю, смотри. Какой молодец. Все, программисты больше не нужны. Лук, вектор.
Даже название не спросил. Даже так мне, о чем мне название даст? Я его забуду, во-первых, а во-вторых, я играть в него буду. Ну давай давай название. Monster Vector 01 лук Вектор. Но это он получит, но его движение, да, он получит. Но нам это пока не надо. Нам надо debug message. Debug massage, типа mouse look value to string. Точку запятую не надо в этом случае. Prison of Husks. Посмотри трейлер потом. Манипулирует. Да, так он манипулятор еще тут. Так, а что ему не нравится? Ему не нравится то, что я сюда немножко неправильно передал. Надо наоборот. Первое это время должно быть, то есть 5.0f, допустим. А вот второе это все остальное. Вот, видите, он не совсем шарит, короче. Он за мои макросы не шарит. Все. Failed. Посмотри. Но все равно не нравится. Ладно. Мы сейчас сделаем просто тогда. Все легко и просто. Хорошо, что про шею не вспоминает. Ну вот, ну ты вот специально, да, вот ты это самое. Ну как? Ну ты же не просто так вот это жу, да? Мауслук, все, есть. У нас там триггерец стоит. Надо бы на перерыв уже пойти. Сейчас посмотрим, мауслук работает, нет? Короче, какая идея по поводу передвижения по этому? Нам надо сделать так, чтобы мы когда влево идем, да? Влево уходит. Мыша. А чё шею ровно не держишь? Свернуть? Да, пожалуйста. Два этих поворота. Короче, влево мы двигаемся влево, вправо, вправо, как ну и ты так все далее. развлекалки поломал, как теперь еще развлекаться? Это не я поломал, они сами поломались, слушай. Ну вот так получилось. Я тут при чем? Ну так вот. Что сделаешь? Все, сидим прямо, на Дракл будет мозг выносить. Так, запускаемся. Видим мышку. Здесь мышку. Маус-лук. Какого лишнего маус-лук нам пишет, когда мы там и там делаем, а? О, давайте, чтобы вам тоже было видно. А вот так видно не будет. Подожди. Можно как-то тебя, типа, сюда? Опля. О, тихо, там. Все мои проги. Там ничего такого, но нельзя. Так. Вот так вот, да? Мы двигаемся. Репликация готова. Ты, главное, напряги мышцы, которые отводят саму шею назад, не голову или грудь. Остальные мышцы можешь расслабить. Напряги мышцы, которые отводят саму шею назад. Я вот так вот сделаю, у меня аж плечо похрустело. Ну, все, репликация готова. У нас делает один, а второй видит все. Изи, а что там сложного, непонятно. Видите, все просто. Смотрите, вот тут двигаем, тут есть, все работает. У этого отображается, у этого отображается. Все вроде как бы просто. А вот ты же запустишь, правильно все? Я твою душу шатал. Что такое? Ну А он всегда будет, да, в маленьком окне. Как ни крути. Принт-стринг всегда на сервере показывается. Ничего не знаю, я правильно настроил репликацию. Да. У меня от этого тоже плечи вниз уходят. Странный синергизм мышц. Так, ну давай по этому сейчас поднастроим его. Оп. Короче, ничего не знаю, это я репликацию правильно настроил, все. Все работает, потому что я молодец. Всё. Видите, как круто у нас. Оп, все работает. Так, он передает всю эту штуку, надо, ну, left mouse нам сейчас пока не нужен. Ну, сейчас мы напишем, хорошо, метод мы все равно напишем. Мы метод все равно напишем. Просто чтобы был пустой.
Короче, как я хочу, чтобы это все выглядело. Мы берем наш спавн, вот этот. У нас есть вот эта основная точка, наша центральная. Spring Arm камера. СБД это Solid Body Defense. Не знаю, все может быть. Я не скажу до последнего. Может быть просто что-то непонятное. А может что-то и это самое. Ты по принципу как с FPS или что думаешь? Так вот, у нас есть точка, у нас есть Spring Arm и у нас есть камера. Я думаю, вот эту Spring Arm так поднять, ну, типа, ротейшн ему изменить, чтобы мы смотрели, типа, как сверху. Добавить капсулку и поставить на невидимый пол. И ограждение сделать этого пола. То есть тем самым мы будем наглядно видеть, где у нас работает, ну, короче, где у нас конец карты, условно, куда может наш персонаж посмотреть. Да, то есть куда там просунуть его, не просунуть. Вот. Ну, короче, у нас невидимый персонаж просто ходит по невидимому полу, по факту, а камера за ним двигается. И вот как-то так. Такая вот идея, что скажете? Или шляпа? Или шляпа? Мне кажется, это оно. Мне кажется, это оно. Что? Ничего. Ну ладно. То есть влево-вправо, там, бок поперек. Бок поперек. Поперек, да. Сделать эту штуку и сейчас сделать, чтобы мы вообще могли, ну как, камеру двигать. Вот это у нас задача. Потом, если мы успеваем с этой задачей... А зачем этот невидимый персонаж вообще? Без понятия зачем. Потому что я пока только так Привет. придумал. Привет. Потому что я пока так придумал реализацию именно движения сделать. Ну, так ограничения проще выстраивать. И проще смотреть, куда именно ограничение, где заканчивается. Ну, ты буквально берешь, выстраиваешь этот невидимый пол. И у тебя, ну, он упирается в стенку, все, как бы, камера дальше не двигается. Если тебе надо сделать на какой-то карте больше, на какой-то карте меньше, тебе все равно какие-то триггеры надо расставлять по карте, если они, ну, не совпадают по размерам и так далее. Все это, а тут как бы у тебя наглядно эта вся история, условно. Шлеп. Ой. Ну, невидимый персонаж в плане невидимый, там капсула, там ничего кроме капсулы нет, там нет анимации, там нет, в смысле, персонажа, скелета и прочего, там просто капсула. Чтобы она коллизию... Почему просто камере не запретить ниже уровня какого-то опускаться и контролер прямо к ней прикрутить? Ну, ниже уровня там можно сделать, то есть, чтобы пол не делать условно, да, можно сделать, чтобы он двигался. Но стены-то все равно остаются. Тут-то в том-то прикол, что у тебя наглядно видно и уровень, и видно этот самый, как его, ну, ограждение влево-вправо. Ну, такое дело. Короче, сейчас мы перерыв делаем, и будем вот этой фигней страдать. Посмотрим, что получится. Смотрим, как будет идти. Давайте 5-10, максимум 15 минут продолжим, окей? Продолжим наше безобразие. Продолжим его мы. Короче, суть еще раз. По поводу коллизии, невидимые стены, я только, ну, типа, объяснял то же самое. Кем-то мне решили еще раз объяснить. Тоже, что я объяснял. Что я хочу сделать. Так. У нас здесь есть, по-моему, collision боксы какие-нибудь. Или не так это делается? Ну, в смысле, не здесь. Но это не то, что особо важно. Условно, мы делаем вот такую вот штучку.
Все равно сейчас наглядно надо показывать, как. Blocking volume. Blocking volume. Blocking volume. Вот. Где его коллизия? У него есть мало коллизий, чтобы он только этих блокировал. Ау! Ауф. А, вот он, ауф. Visible wall, collision preset. Интересный invisible wall. Типа он все блокирует, кроме visibility. Окей. Есть контакт. В общем, вот такая вот штучка. Ну хз, какие там коллизии, я у себя просто новой системой для камеры делаю эти ограничения. О! Новая система. В смысле новая система? А, новость, я думал, ты хвастаешься, типа ты свою написал. А что за новая система? Что за ограничения? Просто понимаешь, в чем смысл? Карта может быть разная. Там слева еще Amera Blocking Volume. Амера. А как это будет работать? Как раз по идее для твоего случая. Но я не знаю про это. Не, мне не камеру надо блокировать, мне надо блокировать капсулу. В общем, смысл каков? Что у нас-то карта может быть разной, и, соответственно, ну, ограничения камеры самой, они сдвигаются, то есть влево-вправо и так далее и тому подобное. А вот этого всего прикол в том, что мы попасть в него не можем, вот в чем прикол. Мы можем сделать вот такую вот замечательную вещь. Дым. В Movement компонент нет галочек на ограничение по мировым координатам. Ну так вот я как раз таки об этом сейчас пытаюсь сказать, что это не очень подойдет. То есть у тебя тогда все карты должны быть в одном месте. А Да это не способ стримера хороший. Удобно для разных карт. вот. Дайте мне Ну да свою договорить. написал. У меня же свой движок. Я его пишу и сделал так, что можно просто для камеры задать систему или написать свою, если нужно. Ну это круто, короче, выпендриваешься, я понял. Смысл в чем? Вот карта у нас есть, да, у нас-то их две, во-первых, то есть по мировым координатам не очень получится, потому что справа условно должен быть противник наш, а это немножко другие Зачем в координаты. одном месте? Просто на каждой карте свои ограничения ставишь. Обалдеть! А как я буду эти ограничения подсматривать? Тыком? Типа, поставил 1500, а посмотрел, не, надо 1700 ставить. Ага, вот тут 1700, а теперь в другую сторону 1000. Ага, вот это вот. А потом карту расширил, добавил что-то, и все пошло по одному месту. Это ж неудобно. Прекращай баловаться. Прикол этого в том, что это наглядно. Мы видим все четко. Мы можем сдвигать, раздвигать его, динамически менять. То есть она Волевым прикрепляется. одним на всю нужную область можно. Ну да, можно ее и нарисовать, кстати. Да, можно. Да. Мы же можем нарисовать ее, этот волюм. А где это делается? Где у нас вид сверху? Это не оно. И это не. А, вот, перспектив топ. Мы же можем его нарисовать. Условно, там как-то... Подожди, пробел. 10 раз пробел. Там что-то выбирается, Я короче, моргнул. рисуется. Что было? Ничего не было. Моргай дальше. Я бы Хорошо. заморочился, чтоб твой волум был чисто эдиторским, а в шиппинге передавал свои ограничения в дата ассет карты. Что-то перебор какой-то, не? Короче, как-то там через пробел, уже не помню. Ну, в общем, мы можем нарисовать этот волюм, да, выделить его, но есть проблема в том, что если карта меняется, нам его перерисовывать надо, потому что он, ну, если он, короче, не цельный, то он... Ну, вы поняли. Короче, вначале будут боксы. Это не то, что большая проблема, это все изменить. Это
сколько там их, 4, 5, 5 этих боксов и один рисуночек. Так что, ну ладно, 10 на двоих игроков-то. Хорошо. Замечательно, прекрасно, чудесно. Можно меня вернуть обратно? Спасибо. Мы спавним, ставим точку спавна, точка спавна первого игрока, точка спавна второго игрока, и они смотрят туда, куда-то, да? Ну, они смотрят на карту, то есть такую вот таким вот образом. Но у него есть еще и Spring Arm, то есть дополнение еще будет. Дополнительная штука. И, соответственно, когда мы передвигаем нашу курсор туда, вверх, до конца, да, двигаем. Просто двигаем. А можно следить, чтобы она двигалась именно? Триггерит. Это не триггерит. Потому что триггерит именно когда мы зажали мышку. Она триггерит его. Нам надо просто все время за движением следить. Сейчас это будем делать. Ну, короче, стандартно вот это влево-вправо. И то же самое на VSD сделать. То есть, чтобы он ходил в VSD. Вперед, назад, вправо-влево. Пав наш передвигается, и у нас все хорошо. Сюда мы добавим капсуль. Collision. Сюда мы добавим Spring Arm. И сюда мы добавим... Только все это мы будем делать сейчас в плюсах. Но мы добавим сюда камеру. Вот сюда, вот Spring Arm. Вот такая вот эта штучка будет. То есть взяли, повернули ее. Как-то типа такого. И Spring Arm сделали это 1500. А не умал вообще не использовать клавиатуру в игре. Перемещение камеры мышкой, когда она на границе экрана, допустим. Как в мобах разных. Не умал, это типа не думал. Так я только что ж объяснял, что будет и так, и так. Что мы передвигаем ее вверх, мы двигаемся вверх, мы передвигаем ее вниз. Ну и опционально на вас. Мы двигаем ее вниз, влево, вправо и дополнительно VSD. Только что ж об этом говорил. Но ее... Что такое? Почему меня не слушают? Так, значит, нас интересует компонент. Капсул компонент и прочее. Погнали их создавать. Main Pavn. Я думаю, хочу ли я его в паблике, или в этом, или в Protect. Ну ладно, давайте вначале в Protect, где его шлепнем, ее property. Ее property, edit, anywhere, blueprint. Blueprint read only. Категория main pawn. Что за валуя? Куда ты иди отсюда? капсуль компонент. Капсуля компонент. Следующий это у нас Spring Arm. Arm компонент. И следующий это у нас камера. Камера. Что за камера? Камера. А ну-ка. А, он же не хочет, наверное, закрыть этот. Ну все правильно, да? И разместили, все удалили. Просто, чтобы потом приколов не было, когда мы зайдем с этого, что ты хочешь. А, да, эти сохранить. Какая красота. Так, а вот тут вот пойдет? Не пойдет, он не понимает. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Значит, нас интересует теперь...
чтобы мы... А, название нас интересует. Мы название не приписали. Spring. Arm Component и Camera Component. Все есть. Прекращай баловаться. Capsule Component создаем. Create Default Subobject, Capsule Component. Какая мощная фишка. Я тебя умоляю, смотри. Изи. Дальше. Дальше нам надо в root Capsule Component. Spring Stuff. Ауф! Просто ауф! Только тут Capsule Component должен быть. Capsule Component. Такие. Шея. Да ёп, это самое, ты молодец. Ах, какая красота. Ах, какая красота. Ах, какая красота. Вы видели эту мощь? И, а теперь. Камера, компонент, спринтер, компонент. Смотри, он понимает, что я хочу. Вообще красавчик. Добавь команду. Шея, чтобы все могли тебе напоминать. Ну, надо найти какой-нибудь этот голосовой, типа, какой-нибудь мемас с шеей связан. Шея. Все. Так, ну все, мы добавили, мы молодцы, все отлично. Всё, в капсулу полетел, этот спринтер, компонент полетел. Есть, все, запускаемся. Ну, пытаемся. Найти картинку, которая показывает зажатую позвоночную вену при неровной шее. Молодец. Это типа вот такую, что ли? Типа показывает сжатую позвоночную вену, молодец. Еще вены показывают. Тяжело. Опять нос, дурацкий нос. Что мы еще сделали? Мы эти сделали. Паун, смотрим, что у нас тут. У меня так после сна начала голова болеть. Я встал, выпрямил шею, походил и прошло. Ну это круто. А раньше каждый раз цитрамон пил. Надо же попробовать. Ну, я говорил, что у меня с ним интересно эти цитрамон хорошо на ночь у меня идет. Если шлепнуть цитрамон, 2 таблетки, одна там так пополам получается. Может повести, может не повести. Если 2 шлепаешь, крепкий сон, это во-первых. Четко помнишь сны. И 3, это ты выспавшийся. Не пить цитрамон. Он вызывает привыкание. Ну а как ты когда я говорю, что я шлепаю его, это не имеется в виду каждый этот самый, типа, о, баньки, хлоп. Не, это когда у меня голова болит. Это бывает, может, раз в месяц, раз в 1,5 месяца, вот так вот. И вот так вот хлоп и баньки. Я всегда пил Вообще. 1/3 или половину. Мне всегда хватало. 1/3. Половину. Не знаю, это, наверное, мало будет. Камера 1500 поставим и сделаем ее так или еще. Давай так, допустим, предположим. Потом по поводу Player Start. У нас же сам Player Start. Если я сейчас нажму End, он же... не, он на эту приземлился, это хорошо. Да ища чем тебе помнить сны. Мне сегодня грустнявка приснилась.
До сих пор отхожу. Я не знаю, мне там никогда грустнявка не снилась. Но они помнятся, они не в смысле, они на всю жизнь запоминаются. Не помнится, когда ты просыпаешься, ты четко помнишь, как будто бы это событие, которое произошло. Вот я не знаю, как по-другому еще писать, но это прикольно. Помнить сны, это прикольно. Так, ну допустим. Можно еще вот эти сделать поменьше. Они какие-то вообще обалдевшие. Так, хорошо. По поводу... вот этого, по поводу вот этого еще. Escape. Локинг. Можно почку создать. Тест. И вот это вот все туда засунуть. А первый наш вообще player start, вообще уходи. Волюм, хорошо. Тут же я помню, что-то я где-то видел, что, по-моему, или нифига подобного. А как он поймет, как, куда, кого поставить? Ну, типа такого что-то, окей. Ну, давай, погнали. Оп. И что, они на разные вещи смотрят или нет? Подожди. Да, куб какой-нибудь шлепнуть. Да побольше. Его сделать. Да, так, ну, оп, заземлили. Ой. Они в одном месте заспавнились. Ой. Конечно, ты молодец. А что, он упал, получается, или как произошло? Я ничего не понял. Сейчас заземлись теперь. Вот. А разве нельзя для коллизии сделать один куб с two-sided геометрией? Типа в куб его поместить, ты имеешь в виду? Наверное, можно. Но это сейчас куб, но потом-то вдруг тебе не по кубу. Я понял, да, они в разных местах появились, просто у них разворот немножко, ну, они смотрят оттуда, а нам надо, чтобы они смотрели туда. Но дело в том, что я сейчас поворачиваю его немножко не так. Не, подожди, это не так делается. Ладно, фиг с вами, поверну по очереди. Ёпта, они все с одной точки. Ему вообще пофигу. Это не так просто работает. Тебе при дитя в логике спавна-павна прописывать, в каком именно player start он заспавнится. Ага. То есть у нас логика спавна еще должна быть. Окей. Логика спавна. А как мы это делаем? То есть... Для этого есть player start tag. Player start tag. Что это такое? Да, вот, смотри, есть. Player start tag. Да, есть. Player start tag. И что мы с ним? Ну, понятно, что мы туда, допустим, записали ник плеера. Если он не none, то типа ищем другой player start. Ну по факту можно просто на begin play делать erect location rotation по нужному тобой тегу у player старта. Я бы сделал по-другому. Мне нравится то, что я придумал. Сейчас сделаем. Смотри, чтобы... Ну, это имеется в виду у этого, да, у вот этого павна. Смотри, чтобы я сделал. Я сделал get all actor... Там, правда, кисмет, по-моему, надо написать. Get all actor... Actor
with tag. With tag. А ты мне сейчас подскажешь, что мне надо. А Нет, как же ничего. плеер старты для операторов, как в доте? Что за плеер старта? Какие плеер старта? А, ну да, у нас там-то выборка будет, там какие-то там счеты всякие, это, ну это потом. Наконец-то норм жанр анчал. Анчал, приветствую. Анчал. Ну да, начал новый жанр. Не смотрел Интернационал? Не смотрел. Короче, это, по-моему, в Кисмете находится, во-первых. То есть, Давайте делать доту лучше. Надеюсь на МЭС. У тебя Чё ведь за всего намаз? 2 игрока. Ты можешь использовать Has Authority, функцию, проверка сервер ли игрок, и если сервер спавнить на TG Player 1, если нет, то на TG Player 2. Дота а, уже идеально. Да, ну вот давай представим, что у меня появляется третий игрок. Вот так вот я захотел. И этот код ломается, мне надо забираться в него и, короче, менять. А я сейчас хочу написать, чтобы работало. Чтобы это все работало. Что за has authority? Return whatever this actor has network authority. Что значит? Что значит has any marks? Как много всего интересного здесь. Короче, что я хочу? Я хочу you gameplay. Что происходит? Game. Так, Кионка, видимо, решил поплавать в незаполненном бассейне и ударился головой. Лактор вистак. Чё, Киотка? По поводу доты, что ли? А, подожди, вистак. Блин, это им надо таги дать обычные. Где вот Есть так нам просто? Role Authority. Это все нетворк роли, которые есть в Unreal. Можешь их в любом месте вызвать и посмотреть. Так, давай попозже с этим попозже. Player Start. Подожди, Player Start, он же у нас... Player Start, кто ты у нас? Ты у нас Ю, а кто ты? Кто ты? Кто ты, воин? Наверное, ты А. Ты ведь А или ты не А? Player. Player Start, да, есть контакт. Я, наверное, не через таги найду, через эти найду, чтобы таги не прописывать. Player. With не так, а actors. Actors of class Player Start. Вот такую вот вещь мы сделаем. Я твою душу любил. Это не шаблонный метод? Не шаблонный метод. Я что-то думал, это шаблонный метод. Он не знает даже, что такое Player Start.
T-Ray актор. Блин, это же он вернет именно акторами их. Какая некрасивая история. T-Ray. Player Start. Так, ну это мы можем закрыть, в принципе. Player Start Tag. Вот он нам нужен, Player Start Tag. Но он-то не знает его. Дело в том, что мы-то не сможем из него достать этот Player Start Tag. То есть Player Start.sort. Молодец. Словно вот такие вот вещи мы же не сможем из него достать Player Start Tag. Правильно? Правильно. А, подожди, это же указатель, балбес. Player Start Tag. Да, нам не получится его. То есть это, соответственно, мы через цикл делаем for. Локейшены, нет, товарищ, локейшены нам не надо. Вот это ты красиво, конечно, записал. Это ты молодец. Это безусловно. Equal 0 pointer. Equal 0 pointer. А вот это ты, конечно, тут, товарищ, не прав. Тут ты не прав. Никакие не брейки, никакие не локейшены. Если да, то он должен некоторые вещи сделать. Соответственно, у нас наоборот будет. Если нет, то continue. Continue. Если да, то у нас следующее происходит. Мы должны достать из него вот эту вот фишку. Player Start Actor. Мы из него достаем Player Start Tag. Player Start Tag. Если вот этот Player Start Tag равен none изначальному, да, то есть if вот этот товарищ equal none, equal f name текст none. Если он равен none, молодец, присвоил, гений. Equal none, если он равен none, то мы как бы идем дальше в помойку, то есть continue. Сейчас, когда больно, не идем мы в помойку. Мы, наоборот, должны его туда записать и установить этому актору эту позицию и location, rotation и вот эту всю фигню. То есть, если он, наоборот, равен, то тогда мы сделаем иначе. Не равен none. Не равен none, то continue. Если он равен none, я скобочку, да, где-то пропустил. Раз, два, да, скобочка пропущена. Если он так вот, то тогда нам нужно, во-первых, записать его, то есть вот этот товарищ equal get что за get actor label или что у нас есть?
F-strings, development, builds. Какой у нас name? Как мы можем name получить именно нашего этого? Как мы name, короче, можем получить? Свой. Короче, записать в него я хочу... Ну, там вообще на самом деле не важно, что мы запишем. Но я хочу на будущее записать именно name этого. Name. Такого не существует. Or label. F-string. Что значит or label? This. Молодец. По-моему, с name, да, мы переходим. F-name. To string s from. Что он сюда хочет? Ничего он сюда не хочет. Не помню. ПТ. Это твой выход. Тут все просто. Тут это самое. Тут вообще все просто. Все просто разыменование все делаешь. Жизнь прекрасна. Get actor name or label. Вот, мы его записали, и теперь нам надо задать set actor location, set actor rotation. Break. Да, break. Что, следующий он не должен идти. Всего. Вот такая вот история у нас. Ну и, соответственно, что получается? У нас кто-то в любом случае первый загружается на сервер. Он заходит в этот... сюда. Он проверяет, есть ли там этот или нету его. То есть какой там лейбл у него. И он записывает вот этот, в этот таг свой name или лейбл. Записал. Ну и потом установил его. Сейчас посмотрим, работает или нет. Прикольно, прикольно, мне пока нравится. Это прикольно. Давай. Когда мне в 2014 году купили мощный комп, я самый первый загружался на сервер Team Fortress 2 и менял карту голосования. Вот и правильно. Ибо нефиг. Так, ну, ничего не работает. Ничего не работает. Почему? Так, полетели. Так, ну нашел, да, то есть. Он равен, значит, наоборот. Или подожди, что? Наоборот, если... Ну да, он не равен нану, то да, все. Вот он его запустил, и чему так равен? C01, все. То есть он ему установил location, он установил rotation, сделал break.
Второй полетел. Вот он, player start. Вот он, вот этот актор идет. Где его тут можно... Player start актор. Вот он, BP main. Вот этот вот C первый. Continue. Вот он залетел во второго. Все. Есть. И он установил ему локацию. Локацию и сделал брейк. Прикольно. Пока повключаешь их. Это прикольно. А почему они все в одной точке? Локацию-то он установил. А что они в одной точке? Вот отработал правильно. Почему они в одной точке? Никак не привычишь, что все в воздухе. Это как больно. Все, это прям ставим. Прям супер у краюшка. И тут справа ставим супер у краюшка его. Все прям, чтобы пипка смотрела вот так. Тоже пипку вытянем. Все, строго у края. Этот слева и этот слева. А с чего этот второй слева находится? Почему второй слева находится? Что за фигня? Кто мне вот эту магию сделал черную, а? Магия. Всякий случай. Всякий случай. Так. А ну, чисто тестовая сейчас фигня. F-вектор. Rotation нас не особо здесь интересует. И вроде смотрят все четко. Так, ну что, лайфкодинг? Давно не было лайфкодинга. Пора лайфкодингом пошалить. Есть контакт. Брейкпоинт я это не поставил. Молодец. Так, нажимаем play. Игнория. Значит, чему у нас равен 9.1 00 56 79 91 00 56 79.
никак не поменялся. Ну, допустим, логично, он заспавнился в том же, в который назначился. Второй спавнится. Вот у него другая локация сейчас. Там тоже 56 было. Лучше они на одной линии. Это по иксу надо смотреть. Но вот икс другой. Ну, икс другой, да. Вот они по иксу в разных позициях находятся. Но мы нажимаем play, эта мразь слева находится, и там мразь тоже слева находится. Как это так работает? Ну, так он все правильно сделал. Вот новую локацию. Причем он... Подожди, он сам заспавнил его там. Могу посоветовать сейчас попросить ГПТ написать тебе спавн для 2 игроков по разных Player Start. Ты должен увидеть структуру репликационных действий. Да, сейчас напишу. Так, подожди, смотри. Судя по коду, у него изначально вот эти вот он подтянул, он сам понял, что Player 1 и Потому Player что, 2. как я и сказал, тебе нужна для штова функция has authority. Подожди. Может быть. Но нас, судя по тому, что мы посмотрели в брейкпоинтах, у нас первый вот залетел все правильно в этот. У него изначально локация была 91.00. А у второго локация изначально была 75.20. Изначально. То есть до изменений еще. То есть он правильно их поставил. Но потом какого-то черта. То есть он без моих еще подстановок, он уже правильно их заспавнил. Но после какого-то лешего, они оказываются все в одной точке. Вот он, видишь, он телепортнулся, такое ощущение. То есть его что-то зачем-то телепортирует или что происходит? Ой, SetActLocation — это изначально не реплицированная функция. мне кажется, ты меня не понял опять. Вот в этой строчке мы изначально получаем его локацию. Вот давай посмотрим. Pavn клиент не может телепортироваться просто вызовом SetActLocation. По-моему, клиент. Подожди, смотри. У нас залетает первый. Смотрим его локацию. До изменений, до еще того, как мы установили ему локацию. Смотрим, вот, getActorLocation. Вот, мы записали ее. Что потом перезаписываем, вот мы ее получаем. То есть вот он первый залетел, у него минус 75.20. Мы идем дальше. Запускается второй. Смотрим. Минус 75.20. Теперь у них одинаковая. Теперь у них у всех правая локация. То есть они теперь справа должны быть. То есть эта штука должна влево смотреть. А третий-то откуда? Стоп, что? А что он их 4 раза вызвал? Подожди, что? А почему он их 4 раза вызвал? Подожди. Закройся. Почему? Ну вот первый раз. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. У тебя акры и на клиенте, и на серваке. Не забывай это. Если нужно только на серваке, надо оборачивать в Has Authority.
Да, я это понимаю. Клиент понимает, что ему надо на другие координаты телепортнуться, но он тупо не может это сделать, потому что сервер не разрешает телепортироваться просто вызовом функции setLoads. Сервак, не забывай, это если нужно только на серваке, надо оборачивать has аудитории. Authority. Что значит оборачивать has authority? Has authority. Authority. Все, обернул. А чё ты прошлый проект доделал? Ну да. Ну и да, и нет. Ну, в основном да. Ну, обернул. Все. Видите, что-то не подходит. То есть, вот этот код begin play у нас выполняется... If If authority. Что это дает? Returns whenever this actor has network authority. Что это значит? Все, ГПТ мчится. Has authority это метод актор, который Это возвращает... проверка, что это сейчас выполнение на серваке. Который возвращает true, если этот актор выполняется на стороне сервера, а не клиента. Что значит authority? выдает буль, если true, то ты сервер, и выполняет конкретно для сервера логику, если false, то выполняет для клиентов душику. Red Authority — это босс из DS2. Вот это полезная инфа. Вот это вот полезная. Вот она, вот она. Так, сетевой. Что значит Authority? В сетевой игре Unreal Engine Authority — это серверная власть над объектом. У сервера всегда role equal role authority для объектов, которые он управляет. У клиента для тех же объектов обычно role equal role simulation proxy. Для role authority, для выполненных has authority это просто проверяет. Has authority, role equal role authority. Ты решил прогнуться и сделать мультик. Ну да, пусть будет так. Когда использовать Solo Tower Defense как-то... Хотя имеет право на жизнь. Ну, что Зря. Не это самое. Зря, ну, все уже. Назад пути нет. As authority, когда использовать серверная логика. Мультик про Джерри. Выполнение кода, который должен работать только на сервере. Пример: спаун предметов, изменение здоровья и числение очков. As authority, health equal minus damage. Ух ты, я твою душу шатал. As authority. Это постоянно прописывать его. Не впадлу делать будет и переписывать кучу кода. Какой переписывать кучу кода? Зачем мне переписывать кучу кода, если это свежий проект? If as authority. Что значит переписывать кучу кода? Ты думаешь, что я в старом проекте? Старый проект уже все закончен, можно поиграть. Блин, я ссылку не добавил, да, до сих пор. Я увидел название стрима. Так ты новый проект делаешь. С Новым годом! С новым счастьем! И как там? Вот, то есть такая штука. Еще раз, что нам это дает? Это говорит нам о том, что вот эта часть будет выполнять сервер, и тогда он переместит его все. Он обнулился. Ну я подумал, что ты мультиплеер для старого проекта делаешь. Да, не, старый проект, он чисто под этот был, есть и будет все. Ну, тогда вот это мы тоже туда отправляем. Что нам смысл нам вот эту вот всю фигню делать, если мы не authority, правильно? Раз новый проект, значит и новый бассейн надо заполнить. Да, Кир, Тогда сил тебе. да, спасибо. Но я пока возбужден, как бы мне нравится вот это вот разбираться. Я прям чувствую себя. Бассейн уже человеком. заполнен. Заполнен. Но все сливай заново. Если объяснить тупую, то если has authority, то телепортися на плеер так один, если false,
то на плеер так 2. Нет, это я понял логику вот эту вот. То есть has authority вернет true только у того, кто является хостом. А я предупреждал, что мультиплеер это весело. Сейчас везде надо учитывать, что оборачивать, а что нет, это целый отдельный слой логики и другой подход к архитектуре. Это сексуально. Уже 2 звучит. бассейна заполнено. Быстро. 3 бассейна заполнено. Смотри, прям заполняет на глазах прям. Про то, что вернет, если ты хост, верно сказал. И еще чашечка. Так, теперь вопрос. А я делал синхронизацию для мода в Майнкрафте. Там это жутко муторно, но не сказал бы, что сильно удручает. Теперь у меня вопрос. Только что было сказано, что location, вот этот set-actor location, 3 бассейна для нас троих. он Жди не в будет, гости. он не будет работать, если павн, ну короче, не хост, да, не хост, вне хосте будет вызван set-actor location. То каким образом сейчас, если мы сделаем else, вот это вот будет работать? Если он не даст ему локацию поменять. Тут надо понимать насчет полей, которые реплицируются. В основном поле с позиции реплицируется, то есть сервер у себя меняет. Это триггерит апдейт и инфо летит к клиентам. Клиент же меняет позицию только у себя, а потом сравнивает с серваком. Там старое оно возвращает. Ну а как мне сказать, что вот этот актор, который не хост, он должен взять и туда телепортироваться? Из этого же актора. Ну, в данном случае у нас паун. Ну как мне пауна телепортировать? Чтобы это было и на сервере, и на этом. Или это я должен вызвать из вот этого player state условного, или даже не из player state, из откуда-то, короче, вызов. Вот у меня непонятно, кто такой, сука, сервак в Unreal? Вот кто это? В майне, кстати, нужно создавать новый класс, в котором прописываешь все данные и реализуешь методы для их копирования вставки. Затем класс регистрируешь и вызываешь синхронизацию этим классом. В нужных местах. Если объект реплицируемый, то только на хосте устанавливаешь позицию, а клиент сам подтянет. На хосте устанавливаешь позицию. Замечательно. То есть хост, ну... В Unreal сложность репликация хоть наполовину такая же сложная. Где люди, может, сейчас ответить? Я запутался. Что хотел сказать? Вернее, забыл. То есть нам что сейчас надо, вот has authority мы получили, нам надо того павна получить, который другой, и Всё дать ему просто. локацию? Запускаешь сейчас игру и то окошко, что слева сервер. Это я тоже понял. Ну, там сейчас, походу, дальше будет объяснение. И все вычисления и вызовы делаются через него. Сервер везде одинаковый, он только для того, чтобы передать инфу от одного клиента другим. Слушайте, я понимаю, что я объясняю хреново. Я понимаю это прекрасно. Но когда я говорю, что такое сервер,
Я не имею в виду, что я не знаю, что такое сервер, и я не понимаю концепцию сервера, в принципе. Я это все знаю. Я знаю, что такое сервер. Я знаю, что это отдельная машина. Я знаю, что это концепция какая-то. Из одного передается в другое. Тот передает всем условно какую-то. И это я понимаю. Я на Unreal вот не могу понять. У нас здесь сервер является именно вот этот хост. То есть вот я взял из Authority, вот у него, у этого пабна. И если я хочу что сейчас задать и второму павну, который не хост, мне что, отсюда это надо делать, что ли? Под вот этой вот проверкой? Или как? Или куда? Просто если бы это был условно отдельный класс какой-то, там BP сервер, ёпта, то я бы понял, мы бы обратились к нему, там какой-нибудь триггер поставили, и он бы там всем бы раскидал, короче, пояснил, что куда делать. Все очень легко и просто. Тут я не могу даже концепцию вот вкурить, где эта мразь находится под названием сервер, которая должна управлять всем. Или вот как раз таки вот это оно и есть. Мы вот взяли, спросили вот этот вот сервер, и оттуда Сервер мы это делаем. обслуживающее устройство в системах автоматической обработки информации. Тебе не надо ни хосту что-то задавать. Сервак эти данные сам клиентам разошлет. Мне надо локацию установить. Шея. Да ёпта. Вот так вот? Ой, о, не надо так. Так не надо. Что-то я ее вперед... Не, вперед не надо, короче, назад надо. Я все нафиг забыл из-за твоей шеи. Мне надо установить локацию. И первому, и второму. Первому, так как Ты он же уже сервер. сделал set actor location внутри Hess Authority. Все, сервак поменял, клиенты подтянут. Твои классы действуют как на сервере, так и на клиенте. И где надо, проверяешь, является ли выполнение кода в серваке или клиенте. Он работает. Ну, в разных точках. А если я вот так сделаю? Ну, просто тут-то они остались в том положении, а сейчас должны быть наоборот. Вот. Ну, логично, типа. С чего бы... А почему по-другому должно было быть? Окей. Но если хочешь, можешь написать, чтобы для сервака юзался один класс, а для клиента другой класс. Но с репликацией ее и запаришься. Не, ну это чисто попонятнее было бы с точки зрения, ну, как бы сказать. Ладно, нихера, ну, может, не знаю, короче, не знаю, сейчас будем разбираться. А если третий добавится? Что будет происходить? Давай третьего добавим. Третий хочу, чтобы вообще вот сюда смотрел. А ну давай. Потому что я-то хочу сделать, чтобы было все Я хорошо. надеюсь, полезную инфу написал. Да, очень. Чего? Если хочешь, можно написать, что для сервака юзался один класс, а для клиента... Что-то страшное какая-то. Ну, полезная инфа, полезная. Подожди, разверни его сюда. Вот, все, смотреть будешь сюда. Вот прям по центру сюда смотрит. Хорошо? Хорошо, это третий. И мы сейчас запускаем, что как будто три тела залетело. Три тела залетело. Опля. Готовы? Я-то вообще не шарю в серваке Unreal,
Я это исходя из знаний Майнкрафта писал. Окей, все готовы. Я просто на другом экране-то у меня есть. Опа! Смотрите. Все правильно, все работает. Видите, написан код для этого самого. Я, правда, ни хера не понимаю, почему это работает. Но то, что предлагают, это писать самому репликацию классов. Ну, писать саму репликацию. Не, мы не будем репликацию саму писать. Это что-то как-то... На третьем экране я. На третьем экране, да, там на драк. То есть вот этот код, который этот, он работает теперь у всех. Я ни хера не понимаю, почему он работает у всех. Я не понимаю этого. То есть вот это вот выдаст только у хоста true. У всех остальных сюда полетит в помойку. Так почему же тогда он всем локацию устанавливает? Что за бред? Что происходит? Мне кажется, что старты уже настроены, их не надо настраивать. Их не надо настраивать. И мне почему-то кажется, что вот... ну сюда он-то должен один раз залететь, правильно? Правильно. Почему это работает без Host Authority? Ты пытался сделать так, что клиент, когда заходит, сам без разрешения телепортнуться. А с проверкой сервер становится в курсе, что клиент хочет телепортнуться. И разрешает. Ну я писал сервер только с нуля, где я каждый шаг и каждый пакет данных прописывал. Прикольно. Он не работает у всех. Он работает только на серваке, устанавливает только на серваке, но позже происходит репликация и хост шлет всем клиентам новые локации. Ну, Локация сама по себе реплицируется. ну, в смысле имеется в виду, что у самого игрока-то, ну, когда он зайдет, у него, ну, короче, он будет в том месте, в котором этот самый есть. Вот, мы сюда один раз залетели. Второй раз мы-то... А, тоже сюда залетаем. Я ни хера не понял. As authority. Почему сюда второй раз? А, потому что это цикл. Ну, сюда давай. А, какая разница? Он все равно один раз сюда залетает. Третий раз залетел. Вот 3 раза сюда залетел. А почему сюда 3 раза залетел? Если has authority, он нам возвращает только тогда, когда это хост. Но остальные ребята-то они не хост. Соответственно, у нас помойка должна быть. Но у нас не помойка. Почему? А? Вот и я не понимаю. Потому что у сервака есть все эти акторы. В этом и фишка сервака. Бля. Подожди. Но мы-то запускаем у Павна у самого. Вот у нас есть Паун 1, Паун 2. Паун 1 у нас сервер. Ну, как бы на нем сервер, да? У него Authority возвращает true. Потом доходит Begin Play до Павна 2. Ты ведь на Begin Play это сделал. Begin Play у Павна вызывается каждый рза, когда другой Павн заходит. Вот и я о том же. Вот сейчас объясняю. У нас есть Паун 1, да, вот у него зашел Authority, он вернул true. Он заходит в Паун номер 2. Паун номер 2 не сервак. У него Authority помойка. Представь, False. что клиент это и как это будет работать тогда. Жесть, клиенты и... Слушай, стало только хуже. Почему у второго Павна Begin Play вернул Authority тоже true? Ха-ха. Он не вернул true. Если он не вернул true, то какого лешего он сюда полетел? Ну, точнее, как он сюда зашел? Что это за чертовщина, что за магия? От имени сервера вернул true, а сам клиент получил false. Потому, что каждый павн отрабатывает на каждом клиенте. Сервер сам телепортнул второго павна на нужное место. Подождите, то есть у нас получается что? У нас Begin Play запускается 2 раза. Для каждого
павна, он запускается 2 Павн раза. это просто актор. Он есть у всех. Подожди. У нас запускается вот Begin Play 2 раза для каждого павна. Один Значит, раз на... Has Authority не определяет, кто хост, а то, на какой стороне выполняется код. Вот. То есть у нас запускается 2 раза. Один раз на серваке, Begin Play для каждого павна. И второй раз запускается на, ну, типа локально. И Has Authority вот этот, он определяет, запуск был сделан на серваке или на этом самом. Если он был на серваке сделан, то у нас тогда появляется Да. возможность... Да, именно так. На каждом клиенте. Подожди, осознание приходит. То есть у нас появляется возможность сделать всякие вот эти вот реплицируемые штуки. Мы их сделали, и сервак автоматически все эти изменения пораскидывал по всем, ну, то есть по всем локальным этим. Я тебе на прошлом стриме рассказывал, что они просто в разных потоках работают. Ну, слушай, если бы я еще слушал, было бы вообще замечательно. То, что ты рассказывал, это спасибо. Но это все было нивелировано тем, что я либо забыл, либо не слушал. А результат один и тот же. Вот. Короче, я теперь понял, да, как все это? Потоки тут путают больше. А в целом все правильно. Все, теперь я вдуплил. Все, я вкурил, все я понял. И, соответственно, если мы создаем метод вот этот uFunction_replicated, то это означает, что его и сервак запускает этот метод, и опять же он локально работает. А если мы обычный void создаем, то он только будет локально работать. Вот еще момент. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Так, вот это стало попонятней. Replicated бывают свойства, а не методы. Методы бывают как раз привязаны к серваку клиенту, вызываются на нужных. Ну, я не знаю. То есть polyapplicated. На самом деле ты круто справляешься, ха-ха-ха. Я гораздо дольше допирал до этого говна. Спасибо. Но мне вот это вот было интересно. То есть я понимаю, что сервер вот он там висит, вот у нас есть сервер, да, и у нас есть к нему все остальные. То есть что у нас вот тут вот происходит, и все рассылают. И вот я не мог понять того, что у нас одновременно вот эти вот методы, они выполняются и там, и там. И вот это Has Authority, вы говорите, что это хост. Ёпт. Что это понимание хоста. Но это не понимание хоста. Плохой этот самый. Это говорит о том, что этот метод выполняется на стороне сервера. То есть его выполняет сервер. Вот в чем прикол. Вот это вот надо было понять. Что у нас все идет и там, и там. И спасибо Ёпикам, что он сам все раскидывает, все это. И не надо этот самый делать всю эту фигню. И так как мы сделали вот эту вот штуку, теперь, вне зависимости от того, сколько у нас добавится в дальнейшем, у нас все, короче, работает. Вот. То есть у нас будет 4-й старт, 5-й старт и прочее, прочее, прочее. И вот он будет работать. Все, это мы удаляем. Что делаешь? Дурак, что ли? Не надо так делать. А что будет происходить сейчас? А что будет происходить? Он же ничего не найдет там. А ну давай. Он сейчас в последнем... Методы работают немножко иначе. Вызовы работают локально Да, у всех, первым. кроме RPC. Немножко иначе. Вызовы работают локально у всех, кроме... Replicated. Блин, это интересно. Это интересно. Я уже хочу это в макрос. Я не хочу прописывать Has Authority. Я хочу какой-то макрос, типа сервер. Типа вот так вот пишем, типа сервер. Такие вот скобочки ставим. И вот так вот. И прописываем все, что нам надо туда.
Да я хочу вот такое вот, потому что Heza Authority вообще ни хрена непонятно. Вот. Так. Есть. Что мы хотели сделать? Мы хотели что-то на левую кнопку мыши поставить, да, что реплицируется или не реплицируется, создает какой-то спаун актора сделать. Или это уже потом. Сейчас, наверное, движение давайте настроим, ибо у нас с движением тут непонятка. Что-то я сейчас вылетел из головы, как мы вообще движение делаем. Ну, то есть, чтобы он Я просто знаю, как с зажатой кнопкой делать, а как с той, которая постоянно просто двигается, не зажатая. Это же он должен... А что он должен? А что, как? Не помню как. Главное, я эту фигню делал, а я не помню, как я ее делал. У нас есть триггерит. А что там еще есть? Там же есть ongoing. Может, ongoing. Но это все с нажатием. Дело в том, что started, ну это клик, cancel, ну это если беда, completed, если отжали, nani это nani, ongoing, это, по-моему, то же самое, что и триггер. Или нет? А ну-ка, ongoing, давай попробуем. Ну, по-моему, это та же самая шляпа. Ну, сейчас у ГПТ спросим, это что такое дело. Блин, мне нравится. Эта вся история нравится. Не, я перезапущу, я боюсь. А точно в репликейт это Нурия? Reliable. Сервис реквесте, респонсе. Amplifying Pure, это понятно. Сервер есть. Что значит сервер? The function exists on the server declared an additional function. А вы мне говорили, нету такого. Ну вот метод есть, который существует только на сервере. Necessary. Unreliable. Unreliable. Я же в Дискорде писал про это. Методы не бывают репликейтед, только property. Только property. Я помню большое сообщение. Была ночь. Это было поздно ночью. Поздно ночью. Методы не бывают. В смысле не бывает. Вот только что я тебе показал, там сервер написано, там можно выбрать его. И он будет только на сервере. Методы бывают такие, что вызываются только на серваке, клиенте, либо везде. Вот. Ну, я понял, что если мы просто void напишем, обычный void, это будет Это на другое. это вызов, да? Это будет вызов только у этого. Потому что Unreal не цепанет ее. Это другое. В смысле, это другое. Там написано было, что это только на серваке существует. Значит, это другое. Не принимается. Другое. Так, ну... Да, он ничего нам не пишет. Это прекрасно. То есть Wink не работает. Все, я спрашивал ГПТ. Я не хочу думать, вспоминать.
Replicated — это property, которая метит property как такую, которую надо рассылать клиентам при изменении. Репликейтед, который имеет property как такой, который надо рассылать клиент. А, ну то есть это триггер для сервера, что нужно всем остальным ее... А куда он ее отошлет? Остальным. Что значит ее отослать всем остальным? Или он как раз таки вот в тот прашу, которую мы создавали, как она там называется, геймбол, state, вот этот player state, туда его отошлет. Типа все остальные, чтобы, ну, информацию о всех остальных плеерах знать, или куда она их отошлет. Что значит отошлет? Куда она отошлет? У тебя есть класс с полем неким, например, позиция. Если это поле replicated после изменения позиции на сервере у клиентов, оно тоже изменится. Позиции есть, позиции на сервере. Нет, ну я создал флот какой-то, да, он там неважно, что значит. Флот. У каждого павна он свой. И я его поставил replicated. Ну, куда он отправится? Ну вот с первого павна флот этот, куда ко второму павну отправится? Где он будет находиться? Что значит объяснить, ну точнее триггернуть его, чтобы он его узнал? Куда он отправится? Он должен куда-то быть записан? Куда? Вопрос. Что значит отправиться вот эта вот история? Пусть разбирается, что там он написал. Такой хреновый промпт составил. Один, вот твой потому что Не второму павну. На клиентах и сервере эти объекты синхронизируются, то есть павн 1 есть и на серваке, и на клиентах. Также павн 2 и так далее. Не второму павну, а на клиентах и сервере эти объекты синхронизируются, то есть павн 1 есть на серваке и на... А, это имеется в виду, что именно на сервер отправится вот этот вот replicated, если мы поставили. В этом смысле. Что сервак будет знать об этой переменной. Ну, об этом поле. Убрать все триггеры, особенно hold press, там, если нужен постоянный вызов. Так, он мне говорит, вот тут вот hold press убрать. Triggers is combo tap value type. Это в самом этом, да, ты хочешь, чтобы я сделал? Mouse move, trigger it when paused. Value type, axis 2D. Да, в triggers убрать все триггеры. Убрано. Если нужен постоянный вызов, просто оставить пусто или добавить input триггер. Да, он только при необходимости. Ну, молодец. Придумал этот. Молодец. Хорошо. Привязка input компонент, бла-бла-бла, триггер. Так ничего не изменилось. Ну да у тебя везде есть все объекты просто. На одном клиенте клиент изменяет позицию объекта, к примеру, и это отправляется на сервер. Сервак разрешает и отправляет всем бродкаст, что объект был передвинут. Ну, вы мне вот с локацией объясняете. Ну, допустим, мы создали какую-нибудь, я не знаю, переменную, там, поле дабл какой-то, я не знаю, что там, пусть хп будет. Вот оно изменилось, оно полетело на сервак. Окей, replicated. А достаем мы его откуда?
Вот второму человеку, допустим, должен прилететь виджет, отобразиться. Вот я как этот виджет должен к чему привязать, и вот где он находится, то есть откуда мне доставать данные. Вот, ну, типа, откуда мне их, короче, доставать? То есть мне что написать, к чему мне кастануть, к какому объекту мне обратиться, чтобы достать вот эти данные, вот эти ХП, чтобы получить и потом этому игроку выбить, типа, мол, что вот он столько-то ХП сейчас у твоего противника, допустим, предположим. Вот откуда мне эти данные достать надо? Как мне обратиться? Ты сейчас тебе скажи, с сервера. Альтернатива, так, использование метод обработки, маусу. Слушайте, так он мне то же самое говорит сделать, но дело в том, что это так не работает. View type. А, это для этого. Для настроек. Это помним. Так же, как и всегда, нюанс только в том, что изменять эти данные должен только сервер. А, то есть именно обратиться именно к этому чувачку. Ну по идее в каком Player State это должно быть. Тут я не уверен, что там под капотом у Unreal. Ну, то есть, в принципе, все то же самое, только... Короче, все изменения вот такие важные, мы даем на сервер. Если мы хотим, чтобы если мы хотим, чтобы другой игрок получал какую-то информацию или что-то получал, это все должно быть replicated, помечено все эти штуки. И мы должны их менять через вот этот has authority. Вот. А все остальное, типа, то же самое. Бегаем туда-сюда и... Ну, как, обращались там к остальным. Да. А в чем сложность тогда? Всего это? Ну, это сложность только в том, что это, ну, надо уследить вот это вот в голове у себя. То есть понимать, что куда обращается. По идее, да. Ну, просто, ну, помимо вот того, что вот есть Unreal, у тебя добавляется то, что ты разделяешь логику того, что должно произойти на сервере. Ну, точнее, то, что должно храниться у тебя на сервере, это вот эти вот всякие... Сложность в том, чтобы помнить это все. Вот. Не, мне просто там некоторые товарищи рассказывали, что я себе там все перетрахаю, все мозги, у меня все отвалится, я не смогу, короче, будет беда и прочее. Я пока беды не вижу, я вижу просто поле интересности, поле... Деталей потом мелких много, Вкусности и что прочего. где и как менять и синкать. Мапы вот вообще реплицировать нельзя, эффекты вообще локальные только. Эффекты. Ну, не агар имеешь в виду, да? А это интересно, вот это интересно. Да. Так вот, я вижу поле интересности и поле... вкусняшек. В общем, классная история. Но пока ничего сложного. Прям именно, что прям вообще. Так, привязка. Я единственное, что, ну, это не связано с репликацией, я пока чуть не вдупляю, что сделать по поводу вот этого передвижения. То есть он-то не двигается. У нас есть только этот. ГПТ тот же мне говорит Это то же самое интересная делать. история. Пугают те, кто обосрался. Может быть. Ой, может быть. Все может быть. Да там бегают только данные, а все эффекты и т.д. уже локально на клиенте. О, лайфхак, ГПТ пишет. Если хочешь, чтобы камера реагировала только при движении, а не каждый кадр, можно в начале метода сделать проверку. Из Nearly Zero. Лайфхак. Я не хочу, чтобы камера пока бегала. Я хочу, чтобы не вообще что-то делал.
А чё я get сейчас получил? Что такое get? А, ты же должен понять, что ты вообще получаешь. А что ты получаешь? А, ты же этот f-вектор там, f-вектор 2D. Вектор 2D. Get, да, и мне, пожалуйста, какой-нибудь, я не знаю, x пусть будет. Расскажи мне про иксы. Так, это закрыть. Давай, это самое, давай. Лайфкодинг. Блин, это интересно, это прекрасно. Надо кубики еще сделать. Кубики появлялись. Разных тыкали, так там кубик появился, вот тут тыкнули, тут кубик появился, и наоборот. Надо их развернуть, кстати, друг против друга, типа, поставить. Вот такое дело. 0. Ну вот в этом прикол, то есть оно работает только когда оно зажато. То есть, а я хочу, чтобы оно работало вообще. То есть он всегда отслеживал мышку. Мне что, на тик вешать, типа get mouse, вот эту вот всю шляпу делать? Подожди, что за бред? У нас же... подожди. У нас же... Я твою душу шатал. Не, я подсматриваю все. Есть ивент Маусмов вроде еще. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас мы в родное место зайдем. Оно мразь открылась не там, где надо. Ну ладно, пусть открывается. Сейчас... Сейчас мы посмотрим, как у нас там мышка двигается вообще. А там, ну, там не важно, что он двигает, мне просто получение, как это работает, короче. Ладно, перенесу вам, а то что-то как-то некрасиво получается, ничего не видно. Так, характер наш. Ну, ты молодец, да? Тракт. Где лук у нас вообще идет? Характер. Jump, move, sprint. Лук. Лук. Триггер тоже стоит, смотри. И стоп. Value 2D, add controller, Yao input. Ну да, он дает его. Но это надо запускать, скорее всего. Но я 2 не буду запускать, я это сейчас скрою. Запускать надо смотреть там с инпутами. Видимо, там какая-то галочка стоит, которой у меня нету. Макро сделаем на authority. Ау! Макро сделаем на authority вот этот или нет? Короче, выпендриваемся. Ой, я не то открыл. Выпендриваемся или не выпендриваемся? Не то, чтобы мы сильно много сэкономим, если на то уж пошло, но зато никто ничего не будет понимать, что за сервер макрос. Либо тут все просто. У нас что там? Define сервер. Сервер, что там какой-нибудь? Макросы в Хесатарате.
Ну да, 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 вот этот вот. То есть у нас там какой-нибудь, я не знаю, Валуя, да, залетает. А я не помню, там нам надо переходить на другую строку или не надо? Молодец. И в конце все равно добавлять. Не-не-не, не надо будет ничего добавлять. Смотри, что... Ctrl-Z. Но смотри, что мы делаем. Мы делаем if has Или сделать вписываемый код аргументом макроса и вписывать его в фигурные скобки. Подожди, сейчас увидишь всю магию. Смотри. Смотри, только внимательно смотри, не пропусти. Вот такая вот фишка, понял? И мы в дальнейшем просто прописываем, смотри, сервер. И сюда вот такую вот вещь делаем. Опля. Или он так не будет работать? Но я это и предложил в последнем сообщении. Да? Ну вот. Он это удалил, скобочку. If has authority, do some logic. Я запутался. Что? If has authority, do some logic. Не понял, if has. Не понял. Вот такая вот штука. Но ему, подожди, ему что-то не нравится. Во-первых, какого лешего вот тут кавычка вообще появилась? Сэкономлено 11 символов. Да, но я же говорю, что типа по символам тут что-то какая-то шляпа получается. Не особо сэкономим, это чисто такая выпендрежная история получается. Просто функцию создать и ее вызвать. Это да, можно. Кого функцию создать? Чем-нибудь функцию создать, тебе надо Да и в их проверку. дополнительных аргументов не вписать. Ты имеешь в виду про вот это вот. Не, я тут мудрю, чтобы has authority спрятать. То что тут понятно, что вот это вот в метод будет вызываться, это понятно. Я тут мудрю, чтобы это было типа сервер написано. Типа мощно, короче, было. Понятно, что у нас будет написано... Что-то эти макросы будто сервер. еще более накидывают с форматированием. И как в итоге пофиксил сам. спам-камер? Do something. Спаун камер? Если спаун камер. Как пофиксил? Ты вернулся только? Как? Разобрался, как работает something. Do something, короче, все. Шлеп. Тип такого вот. Но точку запятой он понимает, что там такое мы прописали. Ну да, вот так вот это будет выглядеть. Но сэкономлено, да, 7 символов. Вот в этом прикол. Даже если все правильно сделать. Смотри. Вот в майне эксклюзивно для игрока отдельные классы для сервака и клиента. PB проще сделать обертку, просто у которой нужно переопределить два метода, один серверей, а второй клиентский. Не проще, я даже не понял, что написано. Девалор, смотри, лучше, конечно, пересмотреть тебе, если тебе интересно, что там этот, потому что я там уточнял, правильно ли я понял. Если вкратце, то у нас вся фишка происходит одновременно, не одновременно, а там и на сервере, и на этом. И вот этот has authority покажет, использовалось это на сервере, вызов этого метода у каждого пауна произошел его, либо на этом. И за счет того, что я не проверял тогда,
он его туда-сюда дрочил. То есть он и сервер применил эту хрень, и тот применил эту хрень. И, короче, вот это вот мешалось. А так как сервер только применяет локацию, а что это и правильная история, то теперь все работает. Объяснил хреново, но лучше пересмотреть, чтобы понять, что там вообще. Лучше пересмотреть. Надо замудрить как-то хезауторить. Мне не нравится сильно много символов. Надо сэкономить 2-3 символа. Не, ну это бред. Это бред, конечно. Но хочется. Типа сервер как-то красиво. Было сервер. Ты так вот берешь, так, опля. Все хорошо. Можно, кстати, написать метод, который просто лямбду будет принимать. Или принимать в себя этот... Или принимать в себя метод. То есть либо лямбда, либо метод. Так, не плакать. Где у нас инпуты? Я удалил сейвы, и оно теперь не разноцветное. Как больно. Вот инпуты. Вот инпуты. Вот надо посмотреть лук. Что у нас здесь по луку? Вот лук. No mouse X, Y, 2D axis. То же самое. Но можно мне открыть теперь его? Axis 2D вектор. Ну, все то же самое. Priority input mapping. Что он как-то инициализирует его или что происходит? Там выгам-модификатор какой-то. Где? А, да. Негейт. Так это разворот всего лишь по Y. Это ж, ну... Я ничего не понял. Ладно, давайте попробуем запустить. Ну, если отвалится, ну что поделаешь. Да, failed. А что failed? Мы какие-то скобочки, да, навернули? Уходи. А разве это не галочкой в павне делается что-то типа Rotation Yo или подобная шляпа? Ой, что-то знакомое, может быть. А че он ругается? Подожди. А, он же не может 2 запустить, да. Он 2 не запустит через визуалку. Может быть, но мне-то надо не rotation, я вот этот вот сделать. А мне надо, чтобы триггер срабатывал на мышку. Мне это надо, пока она двигается, мне надо получать ее локацию. Чтобы понять, где она у края или не у края, и у какого края, чтобы смещение произошло. Потому что, ну, конечно, можно было сейчас пока в ASD просто сделать, а мышку потом куда-нибудь туда засунуть в далекое будущее. Тем не менее. Ну вот, Axis 2D, тут тот же самый вектор. Тут как бы Axis 2D другого нет. Галочка стоит. Здесь у нас маус X, Y, 2D Axis. Или там Может, другой как-то был? через класс HUD можно. Что через класс HUD? Что у меня через класс HUD? Не, как мышку условно каждый кадр получать, я-то знаю. Но он-то через вот эту фигню делается. Мы же-то как-то настраиваем вот этот visible, то есть как мы обзор делаем. Я, кажется, знаю. Я, кажется, знаю, почему это не работает.
Я, кажется, знаю, почему это не работает. Но Анигейт это ничем не поможет. Потому что это в обратку бросает его Анигейт. Y сделали. Ну, здесь он не будет работать, вот триггера нету. То есть, что мы не делаем, вот ничего не происходит. Мы зажимаем, вот он что-то меняет. Причем меняет немножко не то, что мне надо, там другие параметры надо получать. Вот ничего не работает. Вводим, вот ничего нету. Видите, ничего не работает. А теперь я сейчас кое-что сделаю, и оно должно заработать. Только мы не гейт уберем. Удались. Подожди, ты не тот, кто мне нужен. Вот ты мне тот, кто нужен. Ну, я, наверное, перезапущу. Ой, в принципе, нормально с ним все будет. Main player контроллер надо. Раз-два, раз-два. Но если из-за вот этого, то это беда. Это беда, потому что... А как? Мне-то надо, чтобы и виджеты были. Я мог мышкой по ним клацать. И геймбл. Или тогда только UI брать. А зачем? А, подожди, если мы ее... У нас тогда VSD не будет работать. Ну... Изменилось ровно... А, вот, смотри. Мы активировали этот... как бы, наш этот, и вот мы двигаем. Вот она меняется. А как быть? То есть не с помощью этого, да, его отслеживать. Это каждый кадр отслеживать, получается, мышь надо. Там есть get mouse курсор, по-моему, контроллера. То есть мы можем получить его. Причем нам надо его именно на скрине получить. И брать дистанцию. Брать дистанцию. Ну, точнее, не дистанцию. Он-то нулевые, по-моему, параметры. Это вверх-лево. Если я ничего не путаю. А почему у обоих input работает? Вот где ты был? Ну тут же объясняли это. Потому что... А, кстати, хз. А, это не input у обоих работает. Это дебаг работает у обоих, понял? Дебаг работает у обоих. То есть это репликация, короче, она двоим отправляет этот дебаг, а не одному. Поэтому у одного оно работает, и второй тоже это считывает. Тут еще иногда читерят через UI на краях экрана. Типа ловят по наведению на невидимые элементы там. А зачем? Зачем дебаг отправляет? Откуда я знаю? У эпиков спроси. А тут еще иногда читерят через UI на краях экрана. Тут иногда читерят через UI на краях экрана, типа ловят по наведению на невидимые элементы. Ну, я понял, край экрана, а что это даст? Там ни хера нету. Ну, в смысле, ничего нету. Какой-то я агрессивный сегодня. Там ничего нету. Ну, и что ему это даст человеку? Вот. Когда на краю. Кто на краю? Куда на краю? Ой. Короче, мы шахматы создаем, я так подумал. Все, будут шахматы. Ну, выглядит теперь одинаково. Не с разных углов надо разные, ну, не напротив поставить, а как типа... Мисклик, там просто элемент, типа кнопка. Когда там курсор и экран сдвигается в нужную сторону, тогда не обязательно проверять позицию курсора постоянно. Еще раз. Мисклик, там просто элемент, типа кнопка, когда там курсор экран сдвигается в нужную сторону. А, ты имеешь в виду этот самый поставить... как его...
виджет просто добавить, который принимая, ну, короче, типа, мол, вот этот вот hovered, unhovered сделать на него и все. Типа, по-простому пойти. Ну, блин, но по-хорошему это виджеты загружать надо. А так мы просто позицию, хотя каждый кадр позицию получаем. А с другой стороны, этот как... Конечно, фигня. Если так уж брать. Типа невидимый виджет, который по ховер ловит. Да, я уже понял, да. Я уже понял, да. Тогда Game and UI работает. Ну, по-простому, да, можно пойти чисто в лоб так шлепнуть 4 виджета этих, расположить их. Все. Но тут есть вопрос, а что будет происходить, когда он влево-вверх расположен? Они же будут перекрываться? То есть там еще по одному виджету, надо кубики такие добавлять, которые будут, типа, мол, добавлять одновременно несколько позиций, ну, типа, им надо влево-вверх идти, а не этот... А не просто влево, условно. Кубики такие маленькие. Да кубики. Кубики добавлять. Прикольно. Ну, короче, нам надо, получается, 2 виджета создать будет. Да, один виджет создать. Зачем 2? Один виджет создать. Просто его потом растянуть. Он в себя принимает вот эту позицию, куда он идет, и все. И он просто делегат будет шлепать. А наш Можно персонаж... кубики, можно суммировать ховер. Там, если не перехватывать, вроде можно 2 ловить. Если не перехватывать. Просто визибилити, если поставить, имеешь в виду. Ты же про... Как... Ну, это не коли... Ну, визибилити, короче, вот это. Там есть... Visible, Collapsed, Hidden и вот эти вот hit, там есть какие-то еще какая-то. Подожди, мне кубики понравились. Мне вариант с кубиками понравился. И минус этого подхода в том, что если у тебя О будет привязан к краям, то там будет место, куда нельзя кликнуть или придется проксировать клик на виджет ниже. Да, вот это минус. Вот это минус. Минус. А у тебя все равно, понимаешь, если ты расположишь там UI, у тебя мышка будет ну, надо будет тогда... Не, не, там можно. легко не перехватывать клики под ними. Там легко не перехватывать клики под ними. То есть 2 виджета будут работать. То есть мы вот навели влево-вверх. У нас тут вот виджет и сверху виджет. И получается, что они это самое... А если мы хотим сделать, чтобы медленно двигалось? То есть не максимальная скорость, а понемногу. То есть вот приближаемся к краю. Чуть-чуть еще быстрее. С виджетом это не еще один виджет добавлять, что ли? С разными параметрами. Или в этот же виджет засунуть двойное дно. Хотя как это будет работать с кубиком, вообще не понятно. Развернуть его. Пополам поделится, и вот улетит за пределы кубик. Ну, тогда уже с позицией будет проще. А то ловить позицию уже на виджете. Будто лишнее. Но это если мы скорость хотим добавить. Так вот, насчет того, что вот если у нас виджеты есть какие-то, да, допустим, здесь сбоку. Они там могут перекрывать, то есть быть выше. Не-не. И, соответственно, мы когда именно на него наводим... Сама линия-то она тоненькая по экрану. Тут вот идет, по которой мы двигаемся вниз-вверх. А виджет сам он будет больше. И если мы на него навелись, то у нас там что-то отъезжает, подъезжает, чуть показывает. И он как бы, ну, сквозь не проходит. А если мы уже как бы дальше пошли туда, то туда идем. Все равно он отступать будет. Он все равно отступает. И вот как раз вот этот отступ, вот он и будет вот этим мелким. Но тогда мы скорость не регулируем. Скорость можно регулировать временем наведения. То есть навелось, условно прошло 0,5 секунд, таймер шлепнул, увеличил скорость. Прошло еще 0,5 секунд, таймер еще увеличил скорость. И все, и хватит.
отвели, как бы, и все, скорость сбросилась на стандартные настройки, и все. Типа такого, поняли, да? То есть навели жух. Не то, чтобы там большие поля, да, чтобы жух делать, но тем не менее. Ну, короче, Да зачем это вообще нужно? Нигде такого не видел. чего именно? Скорости или передвижение по мышке по экрану? О, опять его все, FPS уходи. Про скорость. Да я просто рассуждаю. Ну, скорость есть такая штука, как когда ты ближе, ну то есть у тебя он почти у края, курсор, у тебя он медленно двигается, ты прям притык к краю делаешь, у тебя быстрее камера двигается. Такая вот штука есть. Но с виджетом, я вижу это только создать виджет, создать в нем разные вот эти поля, сделать мультиплай ему какой-нибудь, да, то есть сделать 3 поля, центральное поле у тебя это то, что ты ведешь. Можно даже лерпом увеличивать за промежуток времени, типа 2 сек, от начальной до максимальной. Ну да. Я скорость, молния, Маквин. Ну да, можно и лерпом увеличивать. Ну, короче, наверное, мы виджетом сделаем, это попроще будет. Типа, колхоз, конечно. Но... Может триггер еще. Это будет как триггер, кстати, хороший работать. Мы туда можем какой-нибудь делегат потом навесить. Я не знаю зачем, но вдруг там захотим, просто делегат туда шлепнули, и все, у нас работает. Все есть. Хорошо, хорошо. Давайте создадим мейнхуд и на этом закончим на сегодня. Ну зачем разная скорость? Просто в настройки добавить скорость передвижения камеры и будет просто статичная скорость. А можно и так, да. Можно и так. Да я просто рассуждаю. Слушай, даже не то, что мы сейчас типа херек и все только так. И рассуждение. Ну, все. Просто скорость, просто скорость. Или делать как делают еще это, суммировать скорость от наведения мышки на этот виджет и нажатия клавиш. А, чтоб с клавиши еще В старых сталкивалось. РТС так всегда было. Ну, нет, так мы не будем делать. Это точно. А вот, ну, это чтобы скорость вот эту высчитывать. Но сделать именно, чтобы стакалась скорость с этим, вот это да, вот это мне нравится. То есть, если мы условно вверх видим... Понимаете, там не то, что большая карта будет. То есть, не то, чтобы там прям супер надо супер скорости какие-то. Особенно, если в настройках мы ставим скорости, это как бы решает все проблемы. Но стакать скорость VSD этого, я думаю, это хорошая идея. Это типа одна строчка в коде, но это приятная штука. Что я написал? Что это такое? Main good. Это что такое? Что это такое? Что это такое? Непонятно. Так, паблик. Jets. Оп-оп. Midgets. Inhood. Create класс. Да как будто карты будут большие. Ну, тут понимаешь, в чем прикол? Я еще не очень решил, будет ли карта динамически меняться. В плане того, что, ну, в идеале сделайте так и так. То есть у нас есть заранее подготовленная кишка, и у нас есть условно чистое поле, и мы сами формируем из него кишку, то есть какую мы хотим. Вот. Но это 2 режима уже надо, потому что кому-то нравится формировать кишку, а кому-то не нравится формировать кишку. Поэтому вначале мы делаем, что кишка, она одна. Вот. И по ней идут мопцы. Все. Я смогу ее сформировать, чтобы мобы бежали ко мне домой. Да, да. Давай с процедурной генерацией, вот это вообще будет бомба. Процедурная генерация.
Не, мне кажется, соревновательные как-то... Все процедурки, когда они вот есть, они какие-то не родные все. А в играх, когда не процедурка, у тебя есть такая, знаешь, вот момент какой-то вот, что вот оно родное. Вот ты заходишь на карту, вот, допустим, на какой-то карте ты постоянно побеждаешь, да? И вот она тебе как родная становится, тебе приятно на ней находиться. И вот она тебе просто становится как... А когда оно вот это вот все, вот это вот, оно как-то что-то... Ну, у тебя нет вот этого ощущения, оно просто всегда... И ушло все, его не существует. Выработанная тактика. Да, и вот выработанная тактика тоже работает. А в рандоме она не... Ну, то есть у тебя не будет, что вот под эту карту у тебя четко вот такая вот тактика. Вот этот момент тоже отпадает вообще напрочь. Но, правда, другой появляется момент, что тебе нужно сразу анализировать, что как там получилась кишка это, да? И под нее подстраивать тактику. Два момента. Но я же говорю, в идеале сделать и так, и так, и так. То есть и процедурку пусть добавляется, и добавляется пусть этот, как его... Сейчас когда больно. Ну, этот... Ну, короче, когда кишку сам делаешь, когда кишка существует. Ну, в общем, вы поняли. PC. Но режим с процеёдурками можно будет сделать. Ну, можно, да. А подождите, а что мы получим, если мы не реплицируем какой-то элемент, ну то есть какую-то перемен, ну поле, и обратимся к ней? Ну то есть павн первый обратится к павну второму, у которого поле не реплицируем. Что там будет лежать? Или оно будет пустое для него? То есть там мусор какой-то будет лежать. Дефолтное значение, по идее, должно быть. Там будет локальное значение, которое было принято, как неинициализированное переменное обращение. Ну, если ты не инициализировал, там мусор находится. Понятно. Это хорошо. Ну, смотри, какой красивый. Я просто в офиге с него. Если бы он еще научился вот эти штуки ставить, и вообще цены бы ему не было бы. Сразу понял, вообще красавчик. Прекращай баловаться. Советы такие раздавать. Так, это у нас main PC. Где у нас main PC? Main PC. Main PC. О, подожди, что? Ну ты только что красиво подсказывал, ну прекращай баловаться. Create, виджет. Он не понимает, походу, что ему надо подключить. А ну-ка, быстренько сейчас. Оп. Оп, бля. А ну давай.
Я тебе сейчас... я успею. Давай. И... Есть самые быстрые ручки на Диком Западе. А что не прочитал сообщение? Перехвалил я его? Кого я его перехвалил? Вот эту штуку? Да, вообще. Не, ну блин, удобная, классная штука. Вообще кайф. Подожди, а я же это убрал. А он это не сохранил, засранец. Ладно, ладно. Молодец. Шарит. Вот это он не очень пошарит. То есть... Что ты делаешь? Что такое? Встань. Уйди. Противный. Да уходи. Я хочу вот это, да, но я не хочу вот это. Но пока он не шарит. Видимо, он не зашарит. За этот самый. Так. Add to viewport. Все. Есть контакт. Все, добавили. Сейчас он компилируется. Я думаю, мы на сегодня заканчиваем. Ну хорошо, поняли мы, что, куда и как там. То есть, что у нас серверы, что у нас не серверы, где у нас что там выполняется, где у нас что не выполняется. То есть, методы у нас могут выполняться и там, или только там, или только там. Если мы хотим достать какую-то штуку из кого-то, то мы обращаемся, ну, то есть мы должны ее реплицировать, то есть указать, что это replicated. И, в принципе, это все. Сделали спаун, расстановку вот эту вот. Строили, все хорошо. А что происходит с этой точкой спавна дальше? После того, как мы заспавнились? Она же не удаляется, правильно? А зачем мы тогда вообще вот это так назначаем? Почему нам ее просто не удалить? Она же дальше у нас существует, правильно? Или она у нас удаляется потом через время? Не, ладно, мы сейчас пока не мудрим, это пусть повисит. Сколько она там весит, вот этот вот актор? Она нередко используется как респаун-точка. Ну да. Ну, а 1100 байт нормально, пусть висит пока. Слушай, 2 штучки висит, нормально. Вот если она нам не понадобится, мы тогда эту вот штуку переделаем, и она будет удаляться. Ну, то есть он ее нашел, если каст прошел, он назначил вот эти параметры, достал из нее, и просто ее удалил, и все, как бы, и вопросов-то нет больше. Легко и просто. Хорошо? Хорошо. Ладно, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и все остальное, там, ссылки в описании. А что все остальное? Там, Discord и игру я свою не добавил. Ту ссылку, она только в этом есть. Ну, ладно. Пока-пока. Или добавил. Не помню. Да, в общем, все есть. Чего нету, то, может быть, будет. И всем